Chapeau, was baby, was baby, was babe to babu babe, zabu babe, para zuet tu pai, zabadu babu pasa para way, to babu baby. Chapeau, was baby, was baby, was babe to babu babe, zabu babe, para zuet tu pai, zabadu babu pasa para way, to babu baby.
Добрый вечер, мои воображаемые друзья. Продолжаем наши стримы. Сегодня у нас очередная игра Dream Chamber. Привет, Дэми. Как бодрость духа, например. Как проходит суббота. Как вообще все в окружающем пространстве. Что нового, что старого. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ручку позолоти, да, вот это все. В общем, да, какие новости? У меня новости есть сегодня. Новости есть. Во-первых, я на Ютубе поменял заставочки thumbnails, вот эти вот, для последних 3 видео, которые ежемесячные. Вот, стало покрасивее немного. Надо будет подобрать, наверное, какой-нибудь шрифт попозже. Ну, пока что так сойдет. Потом, если будут жаловаться, подберу как... Ну как, кто будет жаловаться? Вот самурай только, потому что Бонго скажет и так, как это... Блин, забывай поставить все это себе. Сейчас покажу, что он скажет. Вот что. Ладно, и так сойдет. Но в целом шрифты-то можно поменять будет на какие-то более читаемые, либо цвета. Но цвет я не хочу менять, мне такой нравится. Вот, а дальше глянем. Выходные же на дворе. Ничего себе, а кому тогда все остальное? Если себе ничего. Да, выходные сейчас. Вот. И сегодня поразбирался немного с DaVinci. Это DaVinci Resolve, если кто не в курсе. Так что со следующего месяца будут немножко более красивые видосы. Единственное, конечно, что там поменяется, это то, как появляется название игры в трейлерах. Но оно будет сделано прямо вот на гламуре все. Да, резервы гламура еще не исчерпаны, оказывается. Вот, немножко осталось. Но, тем не менее, вот на гламур сбор все еще идет. Посмотреть, что можно дальше сделать. Может быть, что-нибудь сделаю с микрофоном. Я послушал, мне он опять перестал нравиться. У меня такая тема, я настраиваю себе фильтры какие-нибудь в микрофоне. Вроде так норм поначалу, а потом через месяц смотрю, мне не нравится. Я такой думаю, опять надо перенастраивать, а то вот это вот, а то вот то. Микрофон вечно беда, да. Я думаю, вообще может эквалайзер вырубить, чтобы слышать натуральный голос, а не вот эту вот всю хрень. Знаешь, иногда то хочется то пониже, то повыше. То еще чего-нибудь. Вот, каких-нибудь приколов. И вот так вот и живем. Что-то еще хотел сказать. Да, на ВКПБЛ имени Крыжановского осталось еще 2 сердечка до 50. А это значит, что у нас практически выполнено требование базового уровня.
2 сердечка, будет выполнено все. Останется еще 5 стримов провести после этого, да? Потому что у меня, видимо, вчерашний засчитался как сегодняшний. У меня же падал стрим после полуночи. Видимо, засчитался. Ну, глянем. Я думаю, на следующей неделе уже удастся закрыть все их требования и получить 256 рублей. На самом деле не удастся, потому что они выплачивают только самозанятым. А как я здесь самозаймусь-то? 2 часа? 2 часа чего? Стримов? Вот. Ну, до первого уровня я вряд ли доберусь, потому что там нужно 42 тысячи минут просмотра. А, чтобы стрим засчитало. Ну, я тогда гляну. Потому что что-то как-то подозрительно. Мне кажется, что он засчитал вчерашний, хотя там не должно было быть 2 часов. Сейчас посмотрю. Какой 11 стрим? 3 ноября, да? А это вчера. 3 это вчера. Значит, сегодняшнее оно посчитает отдельно. Клево, клево. Тогда получается у нас завтра, скорее всего, будет какой-нибудь демо-стрим, если я эту игру успею пройти, Dream Chamber. Если не успею, то будет она. Ну и, может быть, демки, если второй стрим окажется коротким. А в понедельник, если, конечно, Invincible не будет стоить как Робокоп, то есть 40 баксов, то, наверное, сыграю в него. Вот. Хотел начать читать Станислава Лема, но не успел, занимался стримами, повышением уровня гламура, как я и говорил. Ну вот, переключусь-ка я на игру для начала. Надо завыхи прочесть. Ну, я не знаю просто, какая она по объему, но вообще средняя книжка читается пару дней, может. Ну, если так никуда не торопиться. Но это пару полных дней. А завтра мне еще писать в Тентакле всякие эти статейки на следующую неделю, чтобы на неделе этим не заниматься. Лему тяжеловато читать. Помню, что парился с его Солярисом. Я знаю одного человека, которого сложно читать, но я его все равно прочитал. Он еще художником был. Да. Тоже так себе. Не знаю, люди жалуются, что его тяжело читать. Мне норм было. Хотя вообще немцев-то сложно. У них замудренный язык очень. Немецким, да, того самого художника. Ну, норм графомания, могу сказать. Так, что у нас? Давайте зайдем в настройки. Для начала посмотрим, какие у нас есть языки. У нас есть English, Френцх, Герман, Спанисх и Итальян. А Русиана нет, да? Понятно. Music volume. Volume. Вроде бы нормальный. Эффект с volume. Ну, нормально, если будет громко, скажете тогда. И, конечно, громкость голоса на полную поставлю. Вроде дефолтные настройки окей. Ну, чё, тогда пойдем посмотрим мультик, потому что ничего другого здесь нет. Загрузить игру. Загружать я не буду, потому что там нечего загружать. И есть ссылки на Facebook, сеть, ранее известную как Twitter, теперь это Х-сеть. И П. Индивидуальный предприниматель. Ну, ладно, давайте смотреть. Кто опоздал, тот пропустил, самый виноват. Please report. The preparations have been completed as planned. As soon as you give the order, we'll begin. Excellent. The Council gives its authorization. The operation will begin tonight. Perfect, sir. Needless to say, no accidents will be tolerated. Complete your task as agreed. Don't worry, sir. The desired results will be achieved.
I can give you my personal guarantee. We Что за wouldn't канцелярит? expect anything less. One final thing. Sir? Keep an eye on Mr. Chamber. Again, I'm still dreaming. That's been happening a lot lately. Окей, тут какой-то канцлер, какая-то тетка звонила канцлеру и сказала, что приготовление... Да, мистер Клетка. Что приготовления закончены, а он такой, типа, ну не подведите. А она говорит, да, все будет исполнено по высшему разряду. Он такой, и да, и приглядите за мистером Чембером. Чембером и Леном. Чемберленом. Вот так вот, Чарли. Это, видимо, он. Чарли Чембер. Снова, говорит, я снова сплю. Это в последнее время часто повторяется. Вот люблю такие игры, в которых нельзя реплики на паузу поставить. Ладно, синхронно переводить я, наверное, не буду, потому что они быстро говорят в этой игре. Буду просто смысл передавать, если кому непонятно. Хотя надо было посмотреть, может быть, для нее уже русификатор вышел. Чё-то я не догадался. Ну, давайте посмотрим. Где переключатель языка? А, вот он. Русификатор текста от Zog Forum. А, кстати, есть. Давайте тогда скачаем, пока все равно все... Никто еще не пришел. My room this time. Так, ну сейчас этот диалог закончит. Моя комната в этот раз. Almost every night I dream about the places I've been to recently, recalling them down to the last detail. Почти каждую ночь мне снятся места, в которых я недавно был. Я вспоминаю их до последней детали. During these dreams, I even happen to notice details that slipped my mind when I was awake. В этих снах я иногда замечаю даже детали, которые пропустил мимо ушей, когда я был бодрствующим. I think this is a very weird form of photographic memory. Это, наверное, очень странная форма фотографической памяти. Ну, подождите. Если здесь есть русификатор, то хрен ли я играю на английском. Так. Ща быстренько сделаем. Надеюсь, он весит не 50 тысяч гигабайт. А то, это, знаете, бывает и такое. Ну, там нужно же эти модельки перерисовать еще. Но это текстовый. Так, скачать... Откуда скачать? Медленно, да? Медленно будем качать. Как игра называется? Dream Chamber. Все, Dream Chamber .exe. Качается и почти уже скачался. И готово. Давайте-ка открываем. Да, Windows Protected Your PC, конечно. Кнопочку нажал и все, и готово. Файлы Dream Chamber будут обновлены в следующем каталоге. Блин, я знаю, в каком каталоге он лежит-то. В каком каталоге Steam игры хранит вообще? Кто-нибудь помнит так навскидку? Наверное, Program Files x86, да? Какой-нибудь Common? Не Common. Steam? Где? Steam Apps? Common? Dream Chamber, вот он. Dream Chamberlain. Так, блин, открой это уже. Имя каталога. Далее. Как недействительный каталог. Понял. Там юзеры еще. У меня же по-модному сделано, что всякие разные юзеры. Не понял. Я не могу найти нужный каталог. Вот он. Steam.
Эпс. Common. Где он? Где он? Где? Dream Chamber. Окей. Идет проверка. Да, обновляем. Успешно установлено. Выход. Ну-ка еще раз. Запускаем. Игра сделана на Unity, Unity. Игра сделана при участии компании Microъуъидс. Сделана компания Double Penetration, нет, как вчера, или нет? Нет, Replay Forge. Не знаю, что это. Наверное, студия. Dark Wave Games. Темная волна делает игры про клетку. Вот. И прям давайте новую игру. Прям сходу. Так вот, оп. Please report. The preparations have been completed as planned. As soon as you give the order, we'll begin. Excellent. The Council gives its authorization. The operation will begin tonight. Perfect, sir. Needless to say, no accidents will be tolerated. Complete your task as agreed. Don't worry, sir. The desired results will be achieved. I can give you my personal guarantee. We wouldn't expect anything less. One final thing. Sir? Keep an eye on Mr. Chamber. Again, I'm still dreaming. That's been happening a lot lately. My room this time. Almost every night I dream about the places I've been to recently, recalling them down to the last detail. During these dreams, I even happen to notice details that slipped my mind when I was awake. I think this is a very weird form of photographic memory. Вот теперь нормально. Единственное, что надо бы звук немного подубавить. Музыку, ладно, я так оставлю. Вот громкость эффектов. Ой. What should I do? Would it help to have a little rest? What should I do? Подождите, дайте To have a little rest. музыку нахрен вообще. What should I do? Would it help to have a little rest? What should I do? Would it help to have a little rest? What should I do? Would it help to have a little rest? What should I do? Would it help to have a little rest? Так, что у нас? Привет, Юргомейстер. А чё ты кричишь? А зачем ты кричишь? Как бодрость духа, например, рассказывай. Что нового в окружающем пространстве? Но музыку я сделаю вот так вот, примерно вровень с эффектами, да? То есть я думал, что музыка будет тихой, потому что она в меню была нормально тихой. Но оказалось, что все гораздо хуже, чем я ожидал. Стримлер стримит, коровка делает му, кошка делает мяу-мяу. Что делает стримлер? Ест сервелат, да? Мы сегодня играем, да, рассказывай, какие у тебя новости, там, что нового в окружающем пространстве, что изменилось с прошлого раза. У нас сегодня вот эта вот игра называется Dream Chamber. Не имбецл, а Децл надо говорить. Так его зовут. Стример делает как бодрость духа. Тащим-то, например, да. Да, именно так. Вот, а послезавтра у нас... Ты читал Станислава Лема? Непобедимый, книжка у него, роман есть. У нас послезавтра, скорее всего, будет игра по мотивам этого романа. Выходит прям. В окружающем пространстве новый человек появился? Где? Ясно, о чем, да? Здесь не то, что подсветки активных точек нет. Да, здесь даже курсор не меняется, как в первых гоблинах. Я понял. Лема читал его, тогда приходи, будешь рассказывать, что авторы напутали. While I'm at it, I'll take the opportunity to chat with Charles. Каким He's Чарльзом? always enlightening. No one knows me as well as he does. Все равно голос громкий. Человек, как ему и принято, появился в роддоме.
Но некоторые материализуются из-под пространства иногда. Но это редко происходит. Charlie, may I come in? The car's ready. It's almost time to go. Вот баланс голосов, баланс громкости голосов здесь потрясающий. Когда говорит этот чел, я вижу, что у меня в микшере чуть ли не этот самый, не перегруз происходит. Когда говорит вот тот чел, который за стеной, ничего не слышно. Тоже в капусте нашли? Не, меня не в капусте нашли. Я материализовался из окружающего пространства. Вышел из глубин океана. И стримлю теперь вам. И я проснулся. Charlie? Поднялся с днища. Поднялся с днища — это блогеры в интернете. Вот. А я вышел из глубин океана. Морской капусты нет. У нас там нет капусты. У нас в Орлиехе такое не едят. Чарли. I dozed off again. I've got to quit staying up after hours. Короче, этот чел слишком мажорный, поэтому он все время спит. Мажоры же все время спят, больше ничего не делают. Yes, Gregory, I'm coming. Just a second. Какой Грегори? Зачем? Я еще не все Why do I осмотрел. have the feeling I'm forgetting something? Что-то я забыл. Сон наяву. Когда я сплю, то могу переживать свои воспоминания, замечая самые мелкие детали места, где я бывал. Довольно часто таким образом я открываю для себя то, чего не заметил раньше. У нас после Инипниона вторая игра про сны. И вторая же игра, которая неверно трактует происходящее там. Наверное. Но я еще не знаю. Но если игру издавал Микроъуъидс, чего от нее ожидать? Микроъуъидс же известен тем, что сделал примерно одну, самостоятельно сделал одну приличную игру. Ну ладно, две, из одной серии. Эта способность здорово помогает моей новой работе. Недавно я открыл собственную частную детективную контору. Я начальник и единственный сотрудник. Класс. То есть он бездельник. Так куда нажимать-то, чтобы что-то произошло? Unbelievable! I almost forgot my watch. Я понимаю, почему у этой игры смешанные отзывы в Стиме. Потому что курсор здесь не меняется вообще. It's part of my style, my character. I can't leave without it. Okay, now I'm ready. То есть это ультимативный Hi, Charlie. пиксель-хантинг. Sorry to disturb you. Это кто? Его... But if you don't want to be late, we need to go. Are you ready? Нет. Это его сэр Альфред, типа как у Бэтмена. You're right, Gregory. They must be about to start at the museum. I'm ready to go. Да, и дворецкий, и водитель, значит, это сэр Альфред. Он же тоже иногда водителем подрабатывал. Gregory, is something wrong? Да, что-то не так. Почему у него нос такой странный? If I may, well, yes, unusual evening, don't you think? И липсинг офигеннейший. Ладно, у нас в современных играх, даже в пиксель-артных иногда бывает липсинг. Но не здесь. Потому что художникам лень было нарисовать даже курсор, не говоря уж про прочее. What do you mean? So, well, the fact is, it doesn't happen very often, seeing you at the museum. Выставки скучно, но он мажор, поэтому мы будем отвечать как мажор. Они лентяи, да. Поэтому за издание игры взялись именно Микроъуъидс, а не Роу Фьюри. Потому что Йохан, сын Тора, не потерпел бы такого в своих играх. Вдруг, короче, с женой родили нового жеребенка.
Теперь у них 2 же ребенка. Клево. Клево, клево. Надо теперь, чтобы 3 было. А потом и 4. If it wasn't for me, I wouldn't go there this time either. Well, I'm not sure it's a bad thing. Besides, given the personalities present, the party will be noteworthy, I guess. I feel I should be more specific. Non-alcoholic refreshments. Там будут безалкогольные напитки. А зачем мы тогда туда едем? Он же, ну, типа, как Вустер, да? Из Дживса и Вустера, который. Он же все время бухает, поэтому ему безалкогольные напитки не нужны. Я думаю, остановится на 3. Ну, знаешь, может остановится, может не остановится, кто же их знает. Alcohol is illegal, Charlie. Remember? Prohibition. Сухой закон. Вот поэтому у них все и развалилось. What a dumb law. А, это у нас все развалилось из-за сухого закона. Понял. If you really don't feel up to it, I can take you home. Order the Proud Peacock if you prefer. Да, пикок. Nah, I wasn't in the mood tonight. And then the family's foundation insisted. Pardon my curiosity, but can I ask what your family's foundation, the Farkan Foundation, has to do with it? Фаркан, это что, турецкая игра, что ли? Ужас какой. It donated a large sum for the construction of the new wing of the museum. Tonight they're holding the dedication ceremony, and unfortunately, my presence is required. Крыло музея. А музей скоро улетит. Интересно. У него же крылья теперь есть. I see. Well, when you're a well-known person, it's normal to have so many commitments. Поставили, так сказать, музей на крыло, и он от них смотался. Потому что никому в этом городе музеи не интересны. Ah, anyway, here's the museum. We've arrived. Офигеннейший зум. Даже пикселей не видно, когда приближено было. Там какая-то подозрительная машина во дворе стоит. Okay, here we are. О, смотрите, там Якубович. А больше никого из известных личностей здесь нет? И что он здесь делает? И где Богдан Титамир? I think it won't be easy at all. Я думаю, что это будет непросто, потому что непонятно на что смотреть. Но давайте посмотрим на все подряд. A guy laughing. A Phoenician urn. Pretty unsettling. Что такое, что случилось? Here's Lord Careless's armor. He was an ancestor of mine. I still dream of being a leader in the middle of some battle. Да, понятно. This amphora has no tag. How am I supposed to know what it is? Ну, по рисункам можно узнать, наверное, что это такое. А это что? A couple of statues. They're of uncertain origin. Dating is uncertain. Это, наверное, вот эта тетка, которая говорила с канцлером в начале игры. Потому что других теток тут нет. A display cabinet with some important items of various origins. There's a Greek plate, a Phoenician cup, an amphora from Asia Minor of uncertain placement. Ясно, это что за голова? Чё он на нее не смотрит? Come on, are you kidding? This is a head. Это голова, да. Спасибо, капитан Очевидность. Hey, look, a piece of stone. Ну, да. На нем кто-то изображен. А можно что-нибудь стырить отсюда? Вот синенькую. Tasteless. Completely tasteless. Синенькую водичку, например. An Вот ice эту. statue of the god Neptune. Strange. The trident looks metallic. Металл и лед. I'm not thirsty. Canapes. There should be some salmon.
some salmon and pineapple? Вот бы сейчас лосося и ананас. Lemons. I like lemons. Возьми один, чел. Haha, sparkling. It's sweet. Here's something interesting. The buffet. Шведский стол, все, Максим должен играть в эту игру. Ну, точнее, в этот стол. А там чего, ничего? Depiction of a prehistoric era buffalo on... Понятно, ничего интересного. Пойдем с ними говорить. С теткой поговорим в последнюю очередь, потому что она нам нужна. Well, let's see. It's a Greek statue from the 2nd century before Christ, if the tag is correct. Here's the guest of honor. Профессор Арчур. Арчур. Ладно, это местный этот, как его? Геркуле Поваро, который готовит кашу все время. И иногда подрабатывает детективом. Good evening, Professor Archer. It's a pleasure to be here. I can assure you the pleasure is ours. All of this has been made possible by your donation to the museum. Видели, чел на музей надонатил вот им. Вот так вот. Где бы найти таких челов? Устроим музей современного фальшивого искусства. No problem. I'm known for being a great art enthusiast. More or less. Anyway, you're too kind. I'm not the only one who contributed. Don't be so humble. You've been the most generous of our financial backers by far. Не, ну рейтрейсинг здесь нормально работает. А остальное что-то не знаю. Mr. Chamber, now I must ask you to excuse me. I have to check that everything is ready for this evening. Вот, то есть мистер Чембер это он, действительно. За ним надо присматривать будет, а то он поранится. Он же миллиардер и не знает, как сделать так, чтобы не пораниться. In the meantime, please enjoy the reception and have a look at our exhibition. You'll find it stunning. Oh, I can assure you, I'm already surprised. Mostly that I'm here. А это он так типа думает про себя, или он действительно шепотом говорит? Как в этой Фенеморе Филморе, когда персонаж что-то говорит, и все вокруг его слышат. Замечательное творческое решение. Ну пошли с Якубовичем поговорим. Якубович, где автомобиль? I have no interest at all in taxidermy. Furthermore, since I became a detective, people have been staring at me with suspicion. Я бы им не доверил. Кого? Автомобиль? Да Якубовичу вроде можно, но он их раздает постоянно. Come on, let's be honest. They seem to be part of the background. То есть с ним поговорить нельзя? Ну ладно, тогда не будет вам ни шкатулок, ни автомобиля, ничего. Ты кто такая тетка? That pendant is really strange. What a peculiar shape. Какая необычная форма. I don't know why, but it reminds me of something. Напоминает вот это вот, напоминает вот это вот, да? Отличный медальон, да. Hello. Oh, Она похожа, знаете, на кого? Вот я вспоминал Дживса и Вустера. Помните, когда его в самом начале хотели женить на какой-то тетке-то из села? Вот она похожа на ту тетку из села, у которой еще брата с моста потом сбросили в воду. please stop. And this is your attempt at an icebreaker? Excuse me? First off, you could offer me something to drink, don't you think? Please, bring me a drink. Интересно, ей пойдет что-нибудь розовенькое? К нам в универ как-то приехал Якубович. Ну, типа, прикольно, он всякие приколы про себя, про авиацию рассказывал, про поле чудес. В конце предложил позадавать вопросы. Единственное, о чем его попросили, было сказать «автомобиль». Так что я слышал легенду вживую. Надо было записать.
А то мы как раз ищем нормальную, приличную запись для того, чтобы сделать клип для канала. Но пока что не нашли. Есть запись. Во, давай, скидывай. Сделаем. Давайте предложим мне что-нибудь выпить. Может быть, розовенького? Sparkling always makes me laugh. А как? При желании можно откопать. Вот, при желании можно и потом будет и клип запилить. А то я делаю, а их никто не использует. Вот давайте активнее. Сейчас я бота вызову для этой цели специально. Кто там на Твиче? Блин, тут чат отвалился. Вот, а чат привалился. Интересно, он отреагирует на такое? Отреагировал. Вот именно. Так что ей предложить-то? Жидкость неизвестно из чего она. Как? Здесь ничего не написано. А это что такое? Это меню. А вот это просто часы, да? Я не могу на них как-то нажать? А, часы — это, наверное, его инвентарь. Он кладет все в часы. I always liked ice statues. I remember I once organized a themed competition in my garden. Я даже не знаю, это слишком сложная задача. From here, you access other areas of the museum. But no, I can't leave right now. А чё тебе предложить выпить-то, слышь, тетка? I love Растопырилась sweet тут. tastes, as long as they're not too strong. I've always considered green an interesting color for beverages. What's your opinion? Зеленый не слишком сладкий. Now I'd like to try something with a bit of a sour taste. Кисловатый. I love sweet tastes, as long as they're not too... Зеленый, кисловатый, не слишком сладкий. Так ведь это же то, что я не понял у Дугина. Да, вот как-то так. А это какой кислый? Сладкий? Сладкая. Haha, Газировка. tasteless. Completely tasteless. Никакого вкуса. Как их смешать-то? Sparkling always... Началось. Эта игра... Первую задачу, которую она задает, это управление. Разобраться с управлением. Казалось бы, люди делают обычный, стандартный point and click. Нажал кнопку, что-то получилось. Нет, нужно разбираться с механиками игровыми. Это же как раз то, что я не понял у Дугина. As I thought, no alcohol. Oh well, those canapes look pretty good. Lemons. I like lemons. Так он что-нибудь возьмет? Нет, какой кнопкой нажимать надо? Крестиком, ноликом, чем? I've always considered green an interesting color for beverages. Я не врубаюсь. This door seems more interesting. Засекаем 15 минут. 15 минут, чтобы разобраться с Actually, I управлением. could... Вот оно что. Короче, нужно что-то зеленое. Зеленое как можно сделать? Лимона выжать туда. Это красное. Красный и синий получает зеленый, да? Нет, ну черный получаем, ладно. Can't see why I
Как его теперь вылить? I would do it, but better not. Может, в урну? Но это было бы логично, да, если мы берем игры с I really авторской, don't think so. с авторской логикой. Это не пойдет тебе? Bitter and sour. Do you really think someone would like this stuff? Try again. Ну понятно, здесь как в Сайберии, да? Первый. Мне не нравится то, что ты мне намешала, Кейт Уокер. Давайте желтый с синим мешать, может получится зеленый. Получился зеленый, смотрите-ка. И лимончика добавим. Теперь чпокнемся. Не, в Сайберии такого не было. Here it is. Very good choice, thank you. If you'd like, we could chat a little now. Не, теперь я не хочу. Меня задолбала задача с напитками в самом начале игры. Я, конечно, понимаю, что в Still Life надо было печеньки готовить долбанутые. Но это было не в самом начале игры. Если бы они это туда поместили, ее бы все дропнули сразу. Потому что эта задача нерешаемая без прохождения. Ну, нерешаемая без прохождения, конечно, но это... I thought I knew everyone attending the grand opening, but it seems that I was wrong. Это новый спецагент. Let me introduce myself. My name is Chamber, Charlie Chamber. А более оригинального имени не нашлось ему? Он же в конце концов британец, а не американец. Насколько я понимаю. Mr. Chamber, it's a pleasure. And you are? I am a great art enthusiast, as you are, I presume. То есть она тоже ни хрена не понимает, что здесь находится, да? So are you enjoying the exhibition? Нет. There are some pretty interesting items on display, don't you think? Professor Archer, the organizer, is a great expert. Of course, the artworks are also beautiful. Have you recently arrived in town? I've never seen you before. I wouldn't miss this evening, but I'll only be staying in the city for a few days. Потом она стырит то, что ей надо из этого музея, и уедет. Правильно? I hope you'll enjoy your brief stay then. I'm sure it will be. I carefully planned my whole stay. Да, она музейная грабительница. Так и будет, да. Ну, я могу предсказывать эти сюжеты всяких разных игр, если они не особо сложные. Да и особо сложные иногда получается. Она же вор, да, багдадский. Are you here at the grand opening by yourself? Why are you asking me this question? Потому что тогда тебя проще будет положить в багажник и отправить заявку на сайт «Увезем в лес РФ». Please excuse me. I didn't mean to sound impudent. I was just trying to make conversation. To answer your question, no. I'm here with friends, Mr. Chamber. Откуда у нее друзья? С таким подходом к началу разговора, типа «Слышь, налей, а то я с тобой говорить не буду». Какие у нее могут быть после этого друзья? Now, if you'll excuse me, I prefer to continue my visit alone. Oh, yes, of course. What a way to lose your edge. Злобная тетка ушла. Wow. Interesting conversations tonight. What a great start. А тут будет правило, если одна злобная тетка ушла, то вторая злобная тетка должна прийти. Okay. I will comfort myself by visiting the buffet. Скушай что-нибудь. Караул, нас Sirs, I must ограбили. ask you to remain calm. We've just discovered that there was a theft at the museum. Видели, как я предсказал? Ладно, эта тетка что-то стырила уже. There is no reason to be alarmed. We have already called the police. They'll arrive any minute.
I can also guarantee that the thieves have already left the building. Откуда он это знает? Слушайте, а может быть это не профессор Арчер? Смотрите, он явно в маске. Видели, вот так контур идет. То есть там за маской его настоящее лицо. Значит, это не он. Кто-то его подменил. Hello, Uncle. А, его дядя глава полиции. А, детектив типа. Hello, Charlie. What are you doing here? Что ты здесь делаешь? Пью безалкогольные напитки. I was here purely by coincidence. One of the usual social events. Would you like to come down to the precinct with me for your testimony? Do you have something to drink? Конечно, уже детектив, у него всегда есть вискарь. Yes. Okay, let's go. Вот, наконец-то мы поехали туда, где есть что выпить. So, Charlie, can you confirm that you didn't see or hear anything strange or suspicious during the party? Да там тетка подозрительная была, которая хотела зеленого что-то выпить. Кто в своем уме будет пить что-то зеленое, если это не абсент? Ну или не тархун, ладно. No, sorry. I was busy having refined social interactions. I see. One last question. By any chance, did you see Professor Archer leave the museum hall during the reception? В общем, короче, он побеседовал с подозрительной теткой, которую видит в первый раз, и которая сказала, что она с друзьями, хотя никаких друзей там не было. И до него не доперло, что она вор. Я ничего не I видел. don't think so. But let's see if I can remember it better. Frankly, I don't remember. Sorry, Uncle. Understood. Perfect, nephew. I think that's it. Excellent. Just curious about one thing. Why the question about Professor Archer? Потому что он не настоящий, ну. No offense, Charlie, but this doesn't concern you. Это он так детективное агентство открыл, что ему никто ничего не рассказывает, да? Sorry, dear uncle, but you're not getting away with that. Now you've got me curious. It's times like this when I think of my conqueror ancestor, Lord Carolus I. Everything was simpler in his time. To persuade someone, you just needed a big catapult, some big rocks, and you were good to go. Все, он снова пошел спать. Чтобы мне не было так скучно с кем-то спорить, я представляю, что нахожусь в гуще битвы, и мне нужно преодолеть защиту противника. Каждая из моих реплик — это атака. Чем значимее мои слова, тем ближе я к победе. Чтобы одержать окончательную победу, я должен уничтожить крепость врага. Каждая крепость состоит из блоков. И если они зеленого цвета, я могу их атаковать. Красные блоки находятся за пределами моего нападения. Сложно. Решили шутан добавить point and click, понятно. Итак, атака. Каждая реплика — это атака разной эффективности. Сопротивление. Чтобы разрушить крепость врага, нужно достигнуть определенной точки, которая показывается вверху, посередине экрана. И... А что здесь зеленого? I don't want to be intrusive, but you must admit that my curiosity is more than justified. You're building castles in the sky, my dear nephew. You must accept the fact that there's nothing to be said about Professor Archer. Что? Не знаю. Unlikely. We're not just chatting to kill some time, after all. That question had a precise purpose. I'm sure of it. Don't even start, Charlie. You know I can't reveal any information about an ongoing investigation.
I didn't ask you to share information, just your ideas. You're not a policeman. Some information is not meant for you. We're still working on the list of potential suspects. We can't afford for any information to leak out. I'm sorry, Uncle. I don't want to impede your investigation at such a difficult time. I was actually hoping that I could help with this list. Don't get agitated, Charlie. I never said we had a list of suspects. Да не знаю. Чё надо выбрать? А куда нужно? Чего достичь-то? You said you're drafting a list. That means you have at least one suspect, or it wouldn't make any sense. Ничего не понял. Какой-то точки нужно было достичь по центру, где-то здесь. Куда? Okay, you win, nephew. It's true. There is a suspect, but we haven't yet formalized charges. It's Professor Archer. Ну, короче, да, профессор ни в чем не виноват. Хотя, может быть, и он виноват. Может быть, это заговор, сговор точнее, чтобы похитить что-то там совместно с этой теткой. So it's true. But come on, that's ridiculous. The idea that the professor would be involved in this is absurd. According to our reconstruction, the thieves definitely had an accomplice inside the museum, and the professor was the only one of the guests who was absent at the time of the theft. А он не начальник музея случаем? Почему же он гость тогда? Ну а тетка-то где была? Furthermore, many witnesses saw him leave the reception hall. We're still evaluating the options, but based on the evidence we have, it's likely that the professor will soon be charged. Может, про тетку ему No рассказать? thanks, I'm Ой, fine. я случайно пропустил. Там была Wait какая-то here пауза. for me until I come back. It's best that you don't wander off through police headquarters. А то что? А то он встретит Робокопа? Если он будет ходить по отделению. И Робокоп такой: живой или мертвый, ты идешь со мной. Ладно, давайте тырить у него все, что до чего Various дотянемся. sheets, notes, and files. A lovely typewriter. A Continental, based on the tag. A binder of complete... The police were among the first to be connected to the new public telephone. I have no idea what this is. Some type of decoration. Just like on the door, it says... Понятно, It зеленая is a лампа. pretty worn-out desk lamp. Clearly, my uncle uses it a lot. Ну-ка, а это что This за is the бумаги? guest list for the gala evening. Вот это интересно. Там тетка-то была? Very strange. There weren't that many of us. It could just as well be an impartial list. And then the list doesn't include the woman dressed in white who I got that drink for. Ура, мы посмотрели на этот список. Okay, nephew, I think we're done for tonight. There's nothing else. Go home, and thanks for your help. То есть теперь ему можно слоняться по участку, а до этого было нельзя. Ага. One last thing, Charlie. Yes? Про тетку расскажи. I know that you've recently decided to play private detective. Но у тебя ничего не получится, потому что ты бездельник. To play. And I know that the last time, despite my warnings, you threw yourself head first into the first case you came across. But this time, please try to stay out of trouble and leave it to the police. Promise? Come on. I did solve the case last time after all, and you know that my involvement was completely accidental. An absolutely unrepeatable situation, I might add.
You'll see. I won't annoy you at all. After all, why should I get involved in this case? Зачем ему лезать в это дело? Потому что игра компьютерная про него сделана, правильно? Exactly. Why should you? Do we understand each other? Не, мы ничего не поняли. А что надо было понять-то? I assure you, Uncle, this time I won't interfere. Home at last. И у него что-то появилось, какая-то запись в этом дневнике. Con, I'm frazzled. Pro, the evening was more lively than I expected. Con, I'm sober. Pro, it's not raining? Так он зачем ехал в этот полицейский участок-то? Он же спрашивал, есть что-нибудь выпить? То есть он поехал туда, чтобы выпить. А почему он трезвый тогда? I'm confused. Was it a good or bad evening? Конечно, плохой. How shiny it is. Gregory must have just cleaned it. А там что такое? It's an ancient helm owned by an ancestor of mine, a medieval leader whose name was Lord Carolus I. I've always loved it. Понятно. А в зеркало можно посмотреть? Как в Дюке Нукеме? I know. Maybe it's a little bold to keep a mobile bar in plain sight. But after all, if they searched my house, it would take them hours to get here. А зачем им обыскивать его дом? Все же Even знают, if что it он doesn't бухает. look like it, I'm an authorized private detective. This is my license, hot off the press. Может пойти переодеться? I don't know where it came from. It turned up one day and no one raised any questions. Да, зачем она ему? Он же здесь один живет. I must say that, all in all, it's useful and rather elegant. Maybe Gregory knows something about it. Может, в шкаф залезть? Там My бэт-костюм wardrobe есть? is rather remarkable. Нет, зеркало. This is my favorite mirror. Big, shiny, multi-sided, perfect for my wardrobe. А, вон коробочка лежит на кровати. Ну-ка, ну-ка, вот это интересно. What is this? I'm fairly sure that it wasn't here before I got out. Gregory must have left it here to show it to me. Ура, наконец-то пазл. А, ну это такая же эмблема, какая была у этой тетки. Как ты им управлять-то? Сложно. Очень-очень сложно этим управлять. Блин, пятнашки-четыряшки. Немножко не так, да? Похрену. Все, собрали? А что там было написано? Камон, чела, я нажал на кнопку, и она закрылась. Так, где? Довольно часто таким образом открываю, что не было, да, так. Бой. Чтобы мне не было так скучно с кем-то спорить, я представляю, это было. Это было. Это было. Это было. Профессор Арчер. Полиция подозревает профессора Арчера. В ходе предварительного расследования возникла мысль, что у воров внутри был сообщник, и никто не знает, где был профессор во время ограбления. Список гостей. Привередливая в напитках женщина в белом со странным кулоном не было в списке приглашенных. Почему она была на вечере? И самое главное, кто она? И самое главное, куда делся тот листок, который я взял? Блин, заново собирать надо. Управление, конечно, шакальное максимально. А еще говорят, Бенуаль шакаль, Бенуаль шакаль. Нет, вот где шакаль.
Микроъуъидс-детектив. It opened! That was kind of fun after all. Oh, wait. I forgot. I hate puzzles. Привет, Евген. Как бодрость духа, например? Как проходит... Что у нас, суббота? Что нового в окружающем пространстве? Какие новости? Вот это все. Во что играешь сейчас? There's a letter inside with just Service Society written on it. Oh, well, now it's definitely more clear. And this symbol. Служебное сообщество. А кому они служат-то? Тем, кто из музея что-то стырил? Should it mean something? And the box. What's it supposed to mean? Bah, I'm too tired to think about it now. Короче, к нему кто-то в комнату проник и оставил шкатулку. Это первое. Второе. С какого это фига к нему может кто угодно проникать в комнату? И третье. Если они все-таки это сделали, то, может быть, кто-то из них до сих пор в шкафу сидит и ждет, пока этот чел уснет? А потом ему голову отрежут. Дождливо купил пиццу, ем. Эх, вот бы сейчас пицца. Не, лучше шаурмы, конечно. Играю в Echo Night 2, сегодня финал. А, это вот в эту вот 3D-шную штуковину, которая с пианиной? On the off chance that I remember, I'll try to get a clearer picture tomorrow. И что надо делать? Кто-то к нему пришел. Sorry to disturb you, Charlie, but we've got company. А, то есть они все-таки не в шкафу, они решили зайти обычным путем. At this hour? It's been kind of a boring and unending evening. Con, they won't let me go to sleep. Who? Да эта тетка в белом, наверное, к нему пришла. Пианино, что в первой части, что во второй части было. А сколько их там всего-то, этих частей? Good evening, Charlie. Телела, это другая тетка. Ну, в общем, да, одна злобная тетка ушла, другая злобная тетка пришла. Все по правилам. I hope this won't turn out excessively unbecoming for a woman to pay her boyfriend a visit in the middle of the night. Не, ты что, надо ее отправить обратно домой. Как эта женщина к своему молодому человеку посреди ночи еще приходит? Отставить. 3 части, а потом в следующую будешь играть после второй. Toletta? Of course not. This is a sudden but very pleasant surprise. If you'll excuse me, I'll take my leave now. Не, оставайся, чел, тройничок устроим сейчас. Тем более с такой мордой-то. Ах. И чё она молчит? Говори что-нибудь, тетка. Я спать пошел. Все, давай пойдемте My спать. bed. If only it could talk. Не сразу. А следующая игра какая тогда будет? Ладно, придется с ней болтать на ночь глядя. Да хрена. Please, have a seat. Can I get you something to eat or drink? Да, вискаря, пожалуйста. Thank you, Charlie. I'm fine right now. Тетка приперлась к нему посреди ночи. Бухать не хочет, а зачем она вообще нужна? Пусть идет обратно. If it's okay, I would like something to drink. I have a feeling I'll need it. И ест тоже не хочет. First of all, I'm sorry for showing up here at this time without notice. Какая она занудная. Это точно его тетка? Зачем он завел себе занудную тетку? Подумать надо, но я так далеко не планирую. Так сегодня же финал уже. Если сегодня финал, то можно уже начинать думать, наверное, не? As I said, it's not a problem at all. Second, I have to apologize because this is not a selfless visit. Короче, денег ей надо, да? С такой мордой она денег не получит. А, ну от него получит, он же миллиардер, поэтому у него денег много. Может, ей там тыщенку отстегнуть. I heard about the theft that occurred at the museum last night. Я ничего не знаю. Тебе говорить не буду, потому что у тебя... Ну ладно. Haha, as usual, nothing slips past the sharp eye of your family, the Thratomachoses. Especially when it involves family interests, which, as you know, are somewhat varied.
Numerous, really extensive mysteries, I might add. But tell me, what interests are we dealing with in this case? Moreover, how can I be of any help? Никак. Он не может помочь. To be honest, it's because of your new and unorthodox profession that I'm here tonight. Так он же не настоящий детектив, он просто выпендривается. You see, my family has donated lots of important finds to the museum over the years, objects to which we are historically and emotionally attached. Wait. Do you mean the Ancient History Museum? The one that was plundered last night? Да, у них украли оттуда Тимбукту. Волшебную, магическую. И они хотят ее вернуть. Но это нужно обращаться к Джорджу Стобарту. Он по таким делам, а не этот чел. That's right, Charlie. That's unfortunate. At the moment, even I don't know exactly what has been stolen, but it's certain that among these are objects my family is particularly fond of. Или к Габриэлу Найту. Но Габриэл Найт, он не по музеям. У него там был кулон, конечно. Но это другое. Это понимать надо. I'm sorry, Toletta, but frankly, I don't get it. I'm aware it's not great news, but I assure you that I'm really sorry. Those objects, Charlie, represent the bond my family has with this town, the chain that ties together its origins and our history. As you know, there are rumors and gossip regarding the name Thradamachus. Традемаркусов? Это типа от слова трейдмарк? Понятно. It's inevitable. You're an extremely important and influential family. You're not really doing anything to keep people from gossiping. Rumors and gossip that aren't always flattering. Indeed. Those finds are proof of the good deeds we've done over the years. That's why they're here. I don't want this memory to be lost. А зачем они тогда в музей отдали? Понятно же, что музей ограбят, но всегда так бывает в компьютерных играх. Или они не знают, что они в компьютерной игре? In plain words, Charlie, I want to hire you. А, то есть у нее больше денег, чем у него. I want the stolen goods from last night's robbery to be retrieved and returned to the museum. Can you do it? For me and for my family's reputation? It's a pretty demanding task. After all, I just started up my business a short while ago, and I only have one active case. On the other hand, I guess I'll have to gain experience sooner or later. Besides, if I turn her down, what will Toletta think of me? Да она свалит и больше не будет по ночам приходить, отказываясь выпить. Нормально же, давай отказываемся, все. Charlie, are you still there? Нет, он уже ушел. What? Oh, yeah, I'm sorry. I was lost in my thoughts. So, what's your answer? Do you need to give it further thought? А есть выбор, что ли? No, I'd say that I've thought this through. Okay, you can count on my help. From now on, I'm working for you. Thanks, Charlie. I knew I could count on you. I just hope I didn't involve you in an excessively unpleasant situation. Да, конечно, там сам канцлер замешан в этом деле. Так что, естественно, она причиняет ему неприятности. Его поймают и выбросят в океан, как тех Сони и Марти из Chicken Police. The package has been delivered. Very well. Was everything prepared as required? Sure. The box just had some generic information. But more than enough to arouse Mr. Chambers' curiosity. Perfect. If we had used a simple envelope, he probably wouldn't have even noticed at all. Considering the type of person, that's likely. Are we sure there are no clues that could put him on our trail? I'm 100% certain. I've been extremely careful about that. Very good. The director will be pleased, I presume. I'll report everything immediately. If everything goes as the director has planned, Mr. Chamber will reach them. And we'll have time to make our move. Correct. If there's nothing else, it's time for me to clear the field. Yes, return here as soon as possible and await new orders. Agreed. Короче, они подставили каких-то людей, что ли? Я так и не понял. Он пойдет искать их, вместо того, чтобы идти искать тех людей, которые по телефону сейчас разговаривали. Rain Time.
Ага, а у меня тут в этом мини-чате смайлики не показываются, так что я не в курсе. Так, что, куда? В шкаф полезли? Или куда? Может быть, выйдем? Видимо, хотят сбить с толку и его обвинить наверняка. Ну, типа того, да. Как в той замечательной игре. Про пиксельного кота-детектива. Дом Чарли. Проснуться. Офис этого. Давайте в зал музея съездим. Здесь наверняка было что-то, чего он не заметил. А чего он не заметил? I don't remember that place. It's the hook used to keep the skylight closed. Крючок для закрытия люка. It's the hook used to keep the sky... Ага. Люк закрыт. А в реальном мире он был открыт, что ли, или закрыт? Ну, я так понимаю, предметы, которые подсвечиваются, вот они и нужны. А больше ничего не подсвечивается. Он не помнит вот того места, да? Или помнит? Поехали в офис Чендерлена. This is the guest list for the gala evening. Very strange. There weren't that many of us. It could just as well be and then the list doesn't include the woman dressed in white who I got... Понятно. То есть, если я чего-то не заметил в бодрствующем состоянии, то здесь это показывают. Привет, Влад. Как бодрость духа, например? Как проходит суббота? Какие новости? У меня тут прям дофига новостей было в начале стрима, но я все уже рассказал. И не забудь прожать эти дейлики, выполни. Дейлики надо выполнить. На ВКПБЛ имени Крыжановского. Барин здесь, воистину здесь, да. У нас здесь игра про человека, который миллиардер, и который подумал, что он типа, о, я миллиардер, мне нехрен делать вообще, кроме как бухать и валяться. Поэтому я стану детективом. Вот. И оказалось, что его дядя начальник полиции, а он потомок какого-то короля Карла Первого. И он пытается что-то расследовать, потому что из музея что-то стырили. Вот так вот. Класс, да. Класс. Ну-ка, сейчас посмотрим, засчитали мне все уже за сегодня-то? Все мои достижения. Пока что не засчитали, но посмотрим через пару часов. Видимо, у них подсчет не моментально происходит. А в доме у него что? Тебе хоть 6 тысяч дадут за ВК? А я же кидал, они платят только самозанятым. То есть тебе нужно зарегистрироваться как самозанятый, а небось за это будут с тебя налоги брать, независимо от того, занятый ты или нет, да? В этом же подвох там. Вот, и тогда, если ты достигнешь первого уровня, то дадут 6 тысяч. А так только 256 рублей мне дадут. Ради 256 рублей, вот. За патент нужно платить, да, каждые 2 дня. То есть они тебе заплатят 6 тысяч, допустим, за первый уровень, а ты за патент отдашь потом 40 тысяч, да? Ага. Классная идея. А если ты самонезанятый, то тебе нужен им патент. Наверное. Ладно, давайте просыпаться уже. Не, ну вдруг ты раскрутишься, нет. Почему нет-то? У меня сегодня на этом самом, на видео на ютубе, которое со списком игр октября, 400 просмотров уже. И я обновил эти тамбнейлы. Так что сейчас будет еще больше просмотров, они прям модненькие, теперь красивенькие. И все люди будут приходить и смотреть. О, типа. Правда, я так и не понял, как работают теги.
на ютубе. Потому что я так глянул пару-тройку видео, а оказалось, что никто по тегам-то и не пришел туда. Фига, да. Ну я же рассказывал, у меня видео прошлое, октябрьское, оно залетело на главную ютуба каким-то образом. И там моментально за день прибавилось 200 просмотров. Серебряная кнопка. Главное, чтобы не серебряная пуля. А то оборотни. Оборотни придут. Кто вот открыл ему шторы, интересно? И когда он успел одеться? Он же только проснулся. Чё, пойдем выпьем? I don't have any particular. Let's Выпьем. see. It's made of crystal. It's very heavy. Да. Gregory must have found it under my... Hey, there's something attached to the bottom. It looks like a ticket with something written on it, but I can't read it. Так что подписывайтесь все на YouTube. У меня там вот недавно, месяц или два назад, было 30 подписчиков, сейчас уже под 60. Откуда люди берутся? Дворецкий? А зачем он зашел в комнату этого чела, когда тот спал? Это вообще секьюрно? If I tried to remove it, I'd risk ruining it and making it unreadable. This is definitely weird. How did it end up in there? То есть он взял бутылку шампанского, а его сейчас в городе задержит полиция, обыщет. Скажет, типа, молодой человек у нас сухой закон, вы арестованы и посажены на 20 лет за нарушение. Серванты могут заходить куда угодно. Это не секьюрно. Готово. Благодарю за сапку. За подписку. Ох, надо анимацию этих подписок сменить, конечно. Запишу. Запишу, как время будет, надо будет сделать. Ну, глянем, что у нас тут. A metallic napkin holder. Where did this come from? I probably left it lying around. Maybe I should pick it up. Gregory would get angry if he found it here. Так не пофиг, что злится он, не злится. Новый пусть купит. I don't feel like it. Как-то он в шляпе оказался внезапно. On second thought, the bar would be the least of my problems. А теперь без шляпы. If memory serves me right, I think there are rooms holding rather compromising stuff somewhere. Как он так быстро переодевается? То в шляпе, то без шляпы. I used to own Lord Carroll. Так, неинтересно. Much heavier. Неинтересно. Пошли в шкаф залезем. On the outside, it's an ordinary wardrobe, but inside it actually goes on for a pretty good distance. Вот, с этим шкафом можно в Dead by Daylight играть. A mutt. It's the first time I noticed these nightstands. Так они вчера здесь стояли, не? Seriously, when did they get it? Ночью. Сервант пришел и принес тумбочки. Ну, чисто поприкалываться над ним. Типа, я еще поставлю новые тумбочки, а чел такой, откуда они здесь взялись? Вот это что за пенис? Канина. Так, можно использовать хрусталь. Короче, память как у меня. Похоже на то, да. I may be wrong, though. There are rooms I haven't visited for years. Ну, хз. Пошли тогда отсюда. А подписи сделать к этому никак? Дом телеги. Дом Чарли. Зал музея. Офис... поехали в зал музея. Мне туда нужно. Hey, Gregory, did you by any chance put a strange box on my bed last night? Нет. Box? What box, Charlie? I didn't put anything on your bed last night. Не отвлекайся, чел, веди машину лучше. Then it wasn't Gregory who put it there. Now I'm wondering who it was and why. Да та тетка в белом. И Якубович. У Якубовича же есть две эти шкатулки. Вот он одну положил ему. Значит, надо искать вторую. Charlie, what's going on? Is everything okay? Нет, у него галюны. Everything is fine. Don't worry. Listen, I have to ask you a favor.
Could you go to the local Chamber of Commerce this morning and research all documents relating to a certain society service, please? Of course, Charlie. No problem. I'm going to research the documents later. But what is this service society? Society. Куда саете? That's just what I want to find out. Professor Archer is a suspect in the theft. Unbelievable! I wonder what's going through my uncle's mind. Давайте ему разболтаем все, потому что он один из заговорщиков. Well, he is just doing his job, Charlie. Can't blame him for his enthusiasm. Шкатулки кладет, шторы открывает, тумбочки приносит. Точно, один из заговорщиков. Вот бы Грегори звал Чарли Говчиком. Чарли не заслужил такого почетного звания. Потому что Говчик настоящий детектив. А этот миллиардер, который от безделья начал заниматься всякой детективной хренью. I know he doesn't have malicious intentions. It's just that the idea of the professor being involved in this business seems surreal to me. I've got to wrap my mind around this business, Gregory, so that we can clear the professor. Так, глянем на крючок. The skylight is shut with a hook. It's too high for me to reach it. Слишком Of высоко. course, it'd be a different story if I could find something to help me reach it. А, нужно лестницу найти или что-то вроде лестницы? А, трезубец, этот же растаял уже. The ice statue has completely melted. What a pity. I'll take the trident as a souvenir, to comfort me. А лестница отменяется. Отменяется лестница. Все, идет. А, может... Can't see why. Нет. Может, бутылку? That's out of the question. Не хочет. Тогда я крючок открою. Ведь? It worked! I didn't expect that. И зачем это было сделано? After all, they say a little physical exercise is good for your body. Вот, видели у миллиардеров какие физические упражнения? Взять трезубец и потянуться за крючком. Не то, что у вас эти отжимания, там пресс, приседания, прочая всякая фигня. Просто потянулся, все, физическое упражнение. That box is blocking the passage. I must find a way to move it, but it's so heavy. Ящики двигать надо, нам нужен Милкхантер. Без Милкхантера я не знаю, как решить эту задачу. Только он умеет двигать ящики. Все, ждем тогда. Ждем, когда придет. Я сегодня один подход и уход за пиццей сделал. Вот, а я сегодня занимался интеллектуальным трудом только. На ютубчике пилил эти заставочки всякие. И прочее, проводил подготовку к запиливанию уже следующего видео. Вот так вот. I would do it, but I don't really want to get pumped full of any new... I can't. Let's see if this can still be of some use. It could just as well work. Damn, it broke. Maybe it was already damaged. What a pity. Окей, у него есть сломанная хрень. Let's try again. 1, 2, 3. Ugh. At last. What a struggle. Столько усилий. То есть он взял металлическую хрень какую-то, снизу поддел огромный ящик, и тот упал. А не проще было вот его сверху толкнуть? Не? Законы физики не это, не алё? Не учил в школе? Ну ладно. It was really heavy. It made a big thump. Чего здесь есть-то? Вот коробка какая-то. Boxes of various sizes and shapes. I have no intention of checking the individual tags. Вот этот крючок подозрительно висит.
Item 2BS331. I wonder what's inside. Something big for sure. Там мумия. Давайте дадим ей бутылку. I don't think it would work. Не хочет? Ну ладно. It's a small and sturdy box, no more than 12 inches wide, empty. I wonder what was inside. Пустая коробка. I don't feel Зачем ему пустая коробка? Зачем-то он ее взял. the Вот это надо warehouse подвинуть. cart. It must be a new model. It looks pretty strange. I don't want to delve into those things to search. Так, ничего интересного. A simple ladder. Safety Шлем. first. Шлем не берем? Нет, тогда крючок. А, он подозрительно It's a висит просто так. chandelier. Pretty useful object since it creates light. Ну, Can полезно. always Ну, сейчас сработает сигнализация ведь. Если он туда попробует The зайти. door leading to the alley has a bar on it, and it looks pretty sound. I don't see any signs of breaking and entering, but the thieves must have used this entrance. However, the bar can be raised from the inside without using any keys, and this also disengages the alarm system. Now that is interesting. Ага. Это как в том мультике, да, когда уборщица в банке убирается, там банк сначала закрывают, там огромную сейфовую дверь, потом еще какие-то кодовые замки, входную тоже запирают, на сигнализацию ставят. Уборщица такая убирается в этом, где деньги лежат. Такая выходит и ключ на этот сверху куда-то кладет или под коврик куда-то. Вот так и у них все сделано. О, это Далека утилизировали. Exterminate, exterminate. Вон там iPhone кто-то No, выбросил. I don't believe it. A new suction pad, abandoned in the garbage. Maybe I could... Теперь он тоже немножко Далек. An abandoned Apple core. It seems recently discarded. А, ну это прошлая модель айфона, поэтому ее и выбросили. Шнурок посмотри, ну. Смотри на шнурок, чел. Мы пойдем в канализацию, да, как этот самый, как... Джордж Стобарт. С двумя Б и с двумя Т. It's a note from the township. Something about some regulations. Ой, какой улыбчивый лев у них здесь. Нарисован сверху. Ладно. Various kinds of waste. It gives a touch of color to this place. Чё, люк-то открывай. А тот люк тоже не хочет открывать. Тот не хочет. На шнурок тоже смотреть не The хочет. museum. And here's the entrance to the warehouse. I guess the thieves used this alley. Actually, I have no idea what's in that building. An insurance company, maybe? Угу. Да, страховая компания Лев Иванович и коллеги. Так, посмотрим на льва. Nothing interesting. Смотри на льва, чел. Nothing that's ever aroused my curiosity. А это что? Я смотрел на него, да? But this is... Это скучно, понятно. По музеям ходить это скучно, действительно. No hints at all. That's strange. I was expecting to find something. I need more info to get some kind of accurate idea. For example, it would be useful to know what was stolen, at least to formulate a hypothesis about how the thieves executed the theft. I can't ask Uncle Chandler. He would become suspicious. Ну правильно, детективная работа в этом и заключается, да, вот у миллиардеров. Просто прийти в полицию и спросить у них, что они знают. А потом такие: о, я решил это дело. Все, готово, все нормально. Ну, что, здесь я все осмотрел, получается. Давайте зайдем. Нет. Тогда вот сюда, потому Maybe что... this is the time to pay a visit to Professor Archer. He should be able to give me some information. Посетить его в тюрьме. Тем временем в другой точке города. Комната коммерция. Украли статую изо льда. Да, только она растаяла, а так-то норм. I don't like this business. Let's hope I'll be able to understand what's happening. Кто идет? Тетка? В белом? Или тетка? Да, в белом.
Oh, I'm sorry. I didn't see you. Ooh. Everything's all right? Well, actually, Are you okay? Yes. Everything. Everything is fine. Well, excuse me. But now I really have to go. See you. А с каких-то пор она белая вдова. Она же была незнакомкой просто, нет? Через несколько часов. А мне не надо будет за него играть, это просто видео. Something's missing here. Strange. An entire file with certificates of incorporation from 1907 has vanished. Those documents are necessary to certify the creation of any kind of company. Things like these just don't lose themselves. Да тетка их забрала, ну. Okay, it's already late, and I don't think there's anything more to be discovered. I'll head home. Чё у него глаза красные стали? Линуксоид, что ли? Ладно. Несколько часов спустя. Да выходи, ты уже заблудился, что ли, в 2D игре? Все, поехали к Мэтту Арчеру. Где дом Арчера? Дом профессора Арчера. Это что такое? Офис Чендлера. А, тогда нам не надо, это полиция просто. Назовут же. Я только что выбрал, зачем? А, это типа побеседовать с ним. Движение, давайте про Растафараев побеседуем. Haile Selassie has just been crowned Emperor of Ethiopia. Он же, по-моему, до сих пор там императором, нет? Или уже нет? Я не помню. I didn't know you were interested in international politics, Charlie. No. I was just thinking about how I would look with a crown. Как детектив. It was pretty easy to find the correct address among the museum documents. It wasn't a problem to get past the doorkeeper. Now let's see about finding the information we're looking for. Можно сохраниться? Можно. Good morning, madam. It's always convenient to have an alternate source of lighting available. Да, а то они же в Британии могут там электричество отключить в любой момент. Нужны свечи. Very solemn. This must be one of Professor Archer's many bookcases. They all look like important books. Пора бы уже электричество в Британии отключить. Да. Understanding the archaeological finds was easier at the museum. Tags really help with this. Описания очень помогали в этом. Ага. That lighter in the window is really beautiful. I'm sure it could be helpful. It's a pity that the display cabinet is closed. The glass appears shaky, though. Ну, давайте подвинем стекло тогда Of и course, стырим. I'd return it, obviously. I'm not a thief. But I admit I could forget about it. That could happen. I can try guessing. Etruscan statuette? I've always liked grandfather clocks, but it would be better not to stare at it for too long. Да, а то можно загипнотизироваться случайно. Это что Well, такое из this is музея? pretty weird, isn't it? A vase on top of a pile of books. Да, может грохнуться. Еще у него здесь монокуль, бинокль. Russian? I don't understand a single word. Да, греческий, русский, какая разница? Одно и то же, да? An empty glass, standing on a stable and sound table, with a Понятно, неинтересно. Так, профессор, лампа. It really is what it seems. Mr. Chamber, what an unexpected surprise. Беги из города, глупец. Тебя собираются арестовать. Good morning, Professor Archer. I hope my visit isn't bothering you. Please, Mr. Chamber. It's a pleasure to see you. Please, do come in. Thank you, Professor. May I ask to what I owe the pleasure of your visit? Well, you see, what happened the other night during the dedication really struck me. As you know, I'm one of the main financial backers of the museum. I'm concerned about the possible repercussions of the theft. It's not that I have any doubts, Professor Archer, but if possible, I'd still like to have a look at the stolen items list. I'm very sorry, Mr. Chamber.
The police expressly forbid me from divulging any information about this matter. Когда маску хотя бы сними, узнаем, кто за ней скрывается. Как в «Докторе Кто». Он снимает маску, а там вот это вот зеленое со щупальцами, да? If you don't want to show me the list, maybe we could talk about you a little bit. You could tell me how and when you learned about the theft. I'm pretty sure that will be interesting. Снова этот замок играть, что ли, долбанутый? Да. Снова этот замок играть долбанутый. If my memory serves me correct, you left the party room a few minutes before the theft on the night of the dedication. I went to my office to check that everything was ready for the inauguration. I'm sorry, but to check what? And at night? The new exhibit hall will open next week, and there are still a lot of little things to fix. And now, after the theft, it will be even more complicated. Let's hope the police don't get any strange ideas, considering how they're struggling to find a culprit. But that's ridiculous! I'm risking my reputation with the opening of the new museum wing. I can't believe that someone would suspect me. Давайте вот так вот, что ли? Нет. You're right. You really have to stop a rumor like that from spreading. I can help you. I just need the list of the stolen objects. What? But why would you need it? I don't know. Of course, I don't want to be suspected, but the police advised me not to pass along any information. Надо было про то, что я веду дело, да? If you'd prefer to end up in jail, that's okay with me. If you ever change your mind, however, you know where to find me. Все, победили. Интересно, а сколько процентов игры пройдено уже? Well, Mr. Chamber, since it's so important to you, here's the stolen objects list. I must ask you to exercise the utmost discretion, however. Dream Chamber, 100% PC Longplay, ля-ля-ля, 2.28. Угу. Так, на каком моменте мы находимся? Вот середина, допустим. Ну, где-то треть. Где-то треть, может, чуть побольше. Вот список украденных экспонатов. Понятно. Of course you don't have to worry. Many thanks for your helpfulness, Professor Archer. Now, though, let me ask you for a favor. Вы спрашиваете мне канкан? В балетной пачке, розовой. A favor? Could you please bring this picture to your uncle, Inspector Chamber? It was taken in the museum warehouse the day before the theft. We wanted to document the ongoing works. Now, maybe it will be useful to the investigation. Ага. Коробки вот этой нет? No problem, Professor. Ладно. It would be a pleasure. А можно мне на нее еще раз посмотреть?
Внутри коробки со странным замком я нашел письмо с таким же символом, как и на крышке. Под ним написано «Служебное общество». Что это значит? Дверь склада. Дверь на музейный склад можно открыть изнутри. Это я был, да? Видел, точнее. Воры, скорее всего, уходили этим путем. Покрытие в переулке грунтовое. Они должны были оставить следы. Может быть, это были воздушные преступники. Может быть, это Карлсон пролетел. Найти способ, как снять с него обвинение. Во-первых, я пойду в музей в таком случае. Нет? It seems that someone has put Mr. Chamber on our trail. So it seems. I barely had the time to remove all the documents related to us from the Chamber of Commerce. Fortunately, the operation has not been delayed. Whoever is acting against us, they are a very clever rival. It's just a matter of time. Sooner or later, we'll identify him. What should I do in the meantime? Proceed as planned. We're counting on your zeal. Yes, sir. Незнакомка — это блондинка, это понятно. Так, теперь нам нужно в музей поехать. И сравнить фотографию. Вот про этих. I'm confused. What's confusing you, Charlie? The name Istanbul. I don't understand. Why change your name now after all this time? Constantinople isn't good enough anymore? As I said before, I'm confused. Да. Так, чел, ты идешь, нет? Или тупить будешь? Тупить будет, но идет. Ладно, сравним фотографию с коробками. I don't feel. С чем-то сравним фотографию. I would do it, but Так, подождите, дайте-ка я гляну, что там на фотографии было вообще. Мне реально показали на 2 секунды, и все. Значит, была круглая хрень. Где вторая коробка? А, он уже ее забрал, да. Утюг какой-то, картина, голова. Вот этого не было. I can imagine the sign. Be careful, falling works of art. I don't feel. Лестница непонятно. It's not a good. Ладно, сюда ему не надо. Сам он сравнить ничего не может. Тогда поехали в полицейский участок, действительно. And then I'm supposedly the one with the excessive ego. Why? They just completed work on Mount Rushmore. Doesn't that seem too excessive a celebration of Washington? Perhaps it's exaggerated a bit, but after all, we are talking about a monument dedicated to a national forefather, not a home decoration. Как он его оскорбил зачетно. Это что такое валяется у вас здесь? It's a folded sheet of paper. Just what I always wanted. Besides, paper can always come in handy. Да, бумага всегда пригодится. А вот там что за документы? This cabinet seems a little out of place. А это что такое? Photographs of suspects, newspaper clippings, various notes. So this is a typical police station notice board. А почему они веревочками не соединены? Я в нескольких, практически во всех играх такое видел, детективных, что если у тебя есть такая стена, там все должно быть веревочками соединено. О, вискарь, пошли его бухать. The label says cough syrup. I've hit various bottles myself. Тогда отдаем ему фотографию. I don't want to bother him. Hi there, Charlie. To what do we owe this visit? I was in the area and I thought I'd drop by. You're always welcome, nephew. Unfortunately, though, I'm buried in work.
And it's so hot in here I'm having trouble focusing. And I still have many hours to go. Так вентилятор бы включил, не? Don't worry, Uncle. There's no problem. Или это он его выключил? Ah, much better. I should have turned it on myself. Thanks, Charlie. Теперь давай He рассказывай. seems more relaxed now. I think he's taking a break. Так, держи фотку. Hey, Uncle, a little while ago I met with Professor Archer, the director of the museum. He asked me to give you this picture. It was taken in the museum shop the day before the theft. Oh, look at this. Very interesting. It will be very helpful. Thanks a lot, Charlie. Just curious. Here he comes. Что ты делал у профессора Арчера? Тебе же сказали не вмешиваться в это дело. Why did you meet with Professor Archer? Don't tell me you're sticking your nose in the case, nephew. Не-не-не. Certainly not. It's a misunderstanding. It was a happy coincidence. Okay, I was just curious. Чё, в замок будем с ним играть? With my back, this will be a problem. Wait, I'll pick it up. Нет, не поднимай, а то ты прочитаешь что-нибудь секретное. It's the case file. Interesting. Here's the list of the stolen items. And there's other information too. I wish I had more time to read it thoroughly. Thanks, Charlie. Here you go. Here's the picture. Thanks again. You're welcome, Uncle. Okay, Uncle, I'll let you work. Perhaps one of these days you can come by and see me, okay? Нет, конечно. Зачем ему туда ездить-то? Бухать? Count on it, Charlie. See you soon. Я думал подменить вот эту смятую бумажку на список украденного. Но не получилось. I would do it, but I don't... I can't... I have... Фотографии ему отдали, да? It helps to listen to music while you work, especially if you have a stressful job, like being a policeman. Он ходит, кстати, в каких-то странных тапочках и без носков. Подозрительный полицейский. Может быть, он тоже связан с преступной группировкой каким-то образом? Может быть, он и есть тот самый консулер, которого мы ищем? Зачем ему две шляпы? I think it's Uncle's spare hat. Cautious type, him. А запасные тапочки у него есть? Well, I guess that the general style of the furniture... Нет. А вантус-то тогда зачем? А коробка зачем? Поехали куда-нибудь. Слушай, там же выключатель был. Подождите. Не работает. Может быть, теперь вот это выключить, и он тогда уйдет? Okay, Uncle, I'll let you work. Count on it, Charlie. Нет, не уходит. It's not the first... What an... Oh no. Very detailed map. There's the precinct. There's Toletta's tower. Here's my house. Ясно. С ним он говорить отказывается теперь. Куда еще можно съездить-то? Знакомый голос у дядьки. Думаешь, это Борис Репетур? Зал музея. Там я был. Здесь я был. Здесь я был. Ну, поехали к этой телеге. Не знаю зачем. There's just been an amazing discovery. Have you heard, Charlie? They've discovered a 9th planet in the solar system. Какой это год был? Когда там Плутон-то открыли? It seems they're calling it Pluto. Я бы не стал так далеко заходить. Да, я думаю, у авторов этой игры, не хватило бы авторитета, чтобы сам Репетур озвучивал одного из их персонажей. Такое могут сделать только авторы куевки. To be honest, no, I don't know anything about it.
Toletta will be happy. She's the one who loves this stuff. Now that you mention it, let's hope she doesn't want me to take part in some boring conference on the subject. Рога. It's a little unsettling. This is Toletta's personal library. There are others in the house, but this one is pretty impressive all by itself. А здесь будет винтовая лестница, которая не работает? A remarkable armillary sphere. It looks antique. An ancient celestial map, I think. A huge elephant tusk. A Sarracenia. Well, I should have expected to find a carnivorous plant in Toletta's house. Интересный квест, но пора начинать свой эфир. Увидимся, приятного прохождения. Да, благодарю за то, что зашел. Давай этого... Как его? Эфира, в общем. Удачного эфира. ТПК. Торгово-промышленный комплекс. There are 8 different species in the Sarraceniaceae family. Откуда он это знает? Он It's же one of the миллиардер. few light sources in this room. Миллиардеры ничего не I знают. really like this couch. Это психологический диванчик, наверное. Ah, yes. Toletta smokes. Lucky woman. I really can't manage to. Знак знакомый. Наверное, она сатанизмом занимается. It's the crystal ball I gave her as a present. It seems that she liked it. That's pretty strange. When I saw this the first time, it made me think of some mysterious African fetish. Look at this! I never would have guessed that Toletta liked dolls. Toletta once told me what this was for. If I'm correct, this is an apparatus for lampmancy, the art of divination through interpreting the movement of fire and shadows. Точно сатанизмом занимается. А вот книжку, вот эта секретная дверь открывает, да, The книжка? art of escapism. It seems interesting, but I'd better not touch Toletta's book without her permission. I've seen how much she cares about them. Да, эта книжка открывает секретный вход. Ну, поговорим. Any news, Charlie? I'm following up on some leads. Don't worry, Toletta. I will solve this. I promise. И все? I think that's a paperweight, but that's only a guess. А что еще-то делать? Вантус. Куда бы его применить-то? Где-нибудь было что-то, к чему можно его присобачить-то? В музее вряд ли. Дом у этого профессора, но он там находится, как-то при нем неудобно. Да, он же заметит, в смысле. В этом плане неудобно. Пустая коробка. А вот бутылку-то как открыть? Can't see why I should. Can't see why I should. Нет, странно тогда. I don't think it would work. Заткнись. Надпись. Ага, может это номер телефона? Присосется куда угодно. А куда ему присасываться-то нужно? Может быть, присосать что-нибудь в полицейском участке? Где Л? Логика. Куда она делась? Have you read about this strange situation in India? No, what's happening? There's this guy who started a mass protest against English oppression. He seems to have lots of followers. Well, good luck to him. What's this gentleman's name? He has a tricky name. Wait, Mohan something. No, I can't remember, but the last name is easy. Gandhi. Мохах. Вот как его зовут. Давайте поговорим с ним тогда про то, что ему удалось раскопать.
Hey, Gregory, how did it go at the Chamber of Commerce? Did you find anything? Hello, Charlie. Welcome back. Well, yes, actually. I found something weird. Все, вечер наступает. So you're telling me that, in your opinion, someone stole those documents on purpose? Well, I'm afraid so. It's important data. It doesn't just vanish into thin air. Okay, things are getting really strange. Who are these people, and what do they want from me? Они хотят купить слона. If I may, maybe this isn't the end. Your family's foundation is very important. Perhaps it's possible they can gather information more easily than we can. Maybe, if I might suggest, by directly contacting the Chamber of Commerce in the capital. Торговые палаты — это то здание напротив... музея, да? You're right. It's a good idea. Whoever is involved in this matter, I don't think they could have gotten all the way there. Not yet, at least. Contact the Farcon Foundation and ask if they can take care of this issue. Типа я детектив, поэтому позвони всем, пусть они за меня все делают. Oh, okay. What are you going to do in the meantime? Собирается он, бухлишка у него есть, вот что он собирается. I'll do one of the things I do best. То есть ничего, спать. I'll relax for a few hours to sort out my ideas, and maybe rest up a bit. Стримлер-провидец. I've been running around all day. You know I'm not used to all this physical activity. Physical activity. Все, иди отсюда. У нас главный герой спать собирается. Почему он в белых штанах? Они не совсем подходят к такому костюму. Они выглядят так, как будто бы у него нет ног. И он парит в воздухе. Есть ли что-нибудь новенькое? Подождите, я не могу выйти? Могу. Зал музея? Про гору я спрашивал, про авиацию. Aviation is becoming more incredible every day. For example, Amy Johnson recently managed to fly solo from England to Australia. Really? Awesome. That must be at least 10,000 miles. Amazing. Gregory? Yes, Charlie? I want an airplane. Не нужен тебе самолет, чел. Инфо 100%. Тебе нужно расследовать это дело. Вот. Так... в палату, наверное? Вот сюда нам? Nothing interesting. Nothing that's ever... Actually, I have no idea what's in... Угу. Как-то еще нужно записку из бутылки достать. No hints... Как это сделать-то? Все осложняется тем, что я не знаю, что именно из этого нажимается, а что нет. Курсор, долбанный курсор. Сложно было его приделать, наверное, да? Тележку. I remember that one. No, I... Блин, в Вантус я не понимаю, куда. А бутылку нельзя куда-нибудь применить? Я не знаю, зачем, но нужно достать оттуда бумажку. It's not a good idea. I really don't... Ладно, придется ехать к нему домой и отправляться спать. Hey, Gregory, did you read about the game the other day? What do you think of the new player, Mal Moss? Классный игрок, а во что он играет? I wouldn't know, Charlie. I don't really follow baseball. А этот Кэтбол, или как он назывался-то в инспекторе Ваффлзе? Yeah, you're right. I always forget that you're not into the major leagues. In any case, I have confidence in this Mal Moss, a left-handed batter and right-handed pitcher. You'll see. Нет, не интересно. Отправляемся? Может быть, здесь есть шкатулка? Нет. Should I be sleeping already?
Да уже. Пошли посмотрим. Дом Чарли. В доме Чарли ничего нет. Тогда на выход. Быстрое перемещение тоже не завезли, да? Дом профессора Арчера. Посмотрим, на что я не глянул еще. Здесь я глянул на все. А вантузом нельзя было стекло подвинуть? Haha, what do we have here? Thank you, my photographic memory. Here's the police file on this case. Let's see. The police think the thieves could try to sell the stolen goods. They're keeping all the receivers in the area under surveillance, along with the venues selling contraband products like alcohol. То есть они знают, да? Ну, естественно, полиция же его и крышует, небось. Hey, Joseph's Club, the Proud Peacock, is included on the list. Peacock. It's where I usually spend my evenings. Надо туда ехать. Maybe I should have a little chat with Joseph. Мы пойдем говорить с Йозефом. Вот это поворот. I'll warn him about the police surveillance, of course. Then maybe I'll be able to gather some information. Ну, конечно, он сдаст всю полицию, да. А Джозеф окажется потом одним из главных этих преступников. Окей. After all, we've been friends for many years, and he always knows what's happening in this town. Criminals and the underworld don't keep any secrets from him. Там что-нибудь This новое is the появилось? guest list for fairies, and then Нет, там ничего нового. Ладно. Дом те котлеты. Ну вот она книжка, я же говорил, что на нее надо нажать. И все, ничего интересного. The Art of Escapism. How to unlock padlocks, locks, traps, etc. What a strange book. Ну вот, блин, секретная дверь прямо рядом с тобой. Нажми на эту книгу. The Art of... Понятно. Детектив тупит. Здесь у нас что? Гранд опенинг. It's the hook. You... Блин, здесь тоже нужно открывать, что ли? Ну пошли возьмем. Не можем взять, да? А как туда попасть тогда? Просто попасть. Вот следов-то я не заметил, кстати. The woman who left these tracks stopped in front of this amphora. I wonder why. Is it special in any way? Это амфора, да. Я думал, это утюг. Хех. Maybe I could ask Professor Archer for help. Or Toletta, perhaps. After all, her family donated most of these items. О, у него новая возможность появилась. Фишка. Или это старая? I didn't notice it the other evening when I arrived at the museum. Вот, я же про нее и говорил в самом начале стрима, какая-то тачка подозрительная. With a van this size, it would have been easy to drive away with the stolen goods unnoticed. Да просто все, ну чел, давай. Oh, finally, a little bit of luck. The license plate is clearly readable. Надо это записывать или нет? ТТ Терминатор C2-120. It's a TNT van from the telephone company. They're actually working to connect this area of the city to the phone network. Okay, now I have a lead. Заметили, номер прибит гвоздями. Вот так раньше в Британии делали. Купил машину, номер получил и гвоздями его прибил прям. Нормально. Все беды от телефонных компаний. It should be easy to eliminate any tracks left by tires. It would be enough to just scrub the terrain with them. Так, записали. Oh, fine. It's a
It's a TNT. Dynamite. Яблочко. В общем, короче, поскребли и все. И в углу скрушил. Вот такие вот дела. Ну чё, он объехал все здания, посмотрел на все. Много нового интересного узнал. Пошли тогда для разнообразия вот сюда. Here's Charles. You can see a certain likeness, huh? А это он воображает, что он такой, да? Okay, it might sound a little strange, but according to several psychoanalysts, he represents my subconscious. Yes, I can talk with my subconscious. That's nice. Смотрите, красное все и граммофон. Мы попали в Twin Peaks опять. I don't know how I evoked it, but whenever I'm dreaming, I can enter this room where I can talk with him. Музычку It's запустим. Charles' gramophone. I guess he uses it to listen to what goes on outside. Weird. Normally, I would think that putting such a big fireplace in a room so small was a bad choice. But after all, this is just a dream. A portrait of Charles, or in other words, a portrait of me. A newspaper and a lamp. They're always on that table. Clearly, my ego is a bit, how can I put it, pronounced? Hey, look who's coming. It's like looking at myself in a mirror. Hello, Charles. How are you doing? As usual, a bit narrow, a bit solitary. What news do you bring from the outside world? А это типа подсказочная система или что? Давайте проверим. Hey, but shouldn't you know everything I know? I mean, you're my subconscious after all. Second me. Let's talk a bit. It'll be a pleasant distraction. My life here is pretty tedious. I can imagine, always being stuck inside this room. Ну, давайте поговорим. Tonight, there was a theft at the Museum of Antique History. A theft? And what was stolen? I don't know exactly. Some kind of archaeological finds. The interesting thing is that I was there when the theft took place. Может, это он и украл? What do you mean? Have you decided to become a criminal? The theft occurred during the dedication ceremony for the new wing of the museum. Nobody noticed what was happening. Those were clever thieves. They used a diversion so they could work undisturbed. Yes, poor Professor Archer. It must have been a shock for him. Well, at least the evening has become a little more eventful. That's what I said, too. Удивительно. I've received a new assignment. Ah, yes. I had forgotten your hang-up, your new hobby. So, you've decided to keep playing detective. Come on, it's fun, and it seems I'm pretty good at it. А у этой игры есть приквел, интересно? Про его первое дело. Why are you so bored? Maybe you should choose a more conventional pastime. Да, например, играть в лапту. Like numismatics, or perhaps collecting three-headed monkeys. Ну, естественно, отсылка к трехголовым обезьянам. Как же без этого-то в квестах? Monkeys? It's just a way to kill some time, and then I can't let Toletta down. She's the buyer. Так, про This письмо. evening I received a strange letter. Does the postal service also deliver at night? And people are complaining about the crisis. I don't think so. Someone probably delivered it by hand. What's so strange about this letter? Well, first of all, there was no sender. Then it was inside a box with a strange lock. Furthermore, it's marked with just 2 words and a symbol. Слушайте, один пазл в этой игре был. Может быть, разработчики подкинут еще? А то что-то слушать диалоги без пазлов, это прям немного скучновато бывает. Особенно в Японии. Which words? Service Society. I guess you noticed. The symbol on the box is curiously similar to the pendant of the woman you met at the party, isn't it? Hey, it's true. It's the same symbol. Well, this is definitely weird. Так он не заметил, что ли? Он типа как агент Блэксет, да, который что-то там не мог заметить. То, что у него перед глазами. Charlie, I know you have some problems concentrating, but try to listen to me carefully. Here he goes. Of all the crazy things you've done in your life up to this moment,
Why does this happen every time? This is by far the most absurd. Do you realize this could be dangerous? This room is really sad and sterile. Please remember that you're not only risking your safety, but mine as well. Да, это более важно. Maybe next time I'll bring a present. A plant, perhaps. Or a lamp. Растение и лампу надо стырить у этой телеги, котлеты. Лампу и пронести ему. I thought this was one of your passing obsessions, but now I'm starting to worry for real. But will I be able to bring a present here? I mean, how does it work? I have to dream about it, and then... Чахоба и появится что-нибудь. Okay, I'll dream of bringing a plant here. Then I'll enter the room. And there's Charlie's specialty, losing focus. Charlie. Eh? What? Let's drop it. Ну давайте попробуем принести им. Давайте ему вантус отдадим. А он не хочет, да? Про коробку расскажи, чел. Расскажи, как мне бутылку открыть. Ну не открыть в смысле, а это... Вытащить оттуда записку. Ну теперь можно и проснуться, я думаю. У нас достаточно подсказок. Поехали тогда куда-нибудь туда. Вот. Где этот, как его называется, Арчер? Сейчас попробуем стырить у него зажигалку. So the police are keeping an eye on the proud peacock, among others. Interesting. Given the situation, we shouldn't be there, right? If the police find you there... Don't worry, Gregory, I'll be careful. But giving up Joseph's potential help at a time like this would be crazy. Besides, my uncle knows perfectly well that I'm used to going there, so there should be no problems. Угу. Так, вантус, пожалуйста, вот сюда. Да. Okay, here it is. If this detective thing doesn't work out, at least I have a possible career as a thief. Прям как Шерлок Холмс, да. That's out of the question. Нет, а что, поджечь может? Can't. It's not a good idea. I don't feel like it. Ну, хз. Ну, раз уж я тут, давайте поговорим с челом. Good morning again, Professor. What can you tell me about the amphora in the picture you gave me? The one with the triangular base. Do you remember? Yes, sure. I remember that object. A valuable Greek amphora from the 17th century. A peculiar object indeed. It was said to be cursed. Did you know? Вот, если она проклята, значит, телега котлета имеет к этому какое-то отношение, потому что она занимается сатанизмом. Надо допрашивать ее. Cursed? Bringer of bad luck and adversity. Вот, поэтому те, кто ее похитил, у них будет невезение и несчастье, да? Those are just rumors, of course. I don't want to waste time on such foolishness. It was donated by the Thratomachus family in 1907. I'm sure of this because that was the year I started working at the museum. Ну, понятно, это очень давнишняя Англия. Допустим, 40-е, 30-е, может. 1907. That's the year when the Thratomachus, Teletus family, created the commercial alliance with my father. And it's also the year of that big stock market crash. Ну да. Они приобрели вот эту треугольную хрень, и из-за этого обвалился фондовый рынок. We were among the few who benefited from it. Понятно. Is everything all right, Mr. Chamber? Yes, of course, Professor Archer. Thank you for your help. Thank you for your help, thank you for your help. Поехали к телеге-котлете. Где дом телеги-котлеты? It seems that the economic crisis is far from over. It's true. The situation is still very ugly. Industrial manufacturing indices this week were 20% lower than those during the same period last year. I wonder how my family's foundation, the Farkhan, is managing to go through this period practically unaffected.
Да потому что они умные, в отличие от него. I was reading the semi-annual report the other day, and business is going full steam ahead. Ну, либо просто приписки делают в отчетах. The butler went to call Toletta. He said to wait here until she arrives. And not to touch... Let's have a look. Not to touch. The art Program. of escapism. It seems interesting, but I'd bet... Ладно, это я читал. Бы уже осмотреться. Так я уже осматривался, ну. Let's see. It's a series of old press clippings. Wait a minute. They're all about my family and the accident I had when I was a boy. The one that killed my parents. Why does Toletta have these? That's strange. From what these newspapers say, they brought me to this house, to the Thratomachus place, even before bringing me to the hospital. А это ночь живых мертвецов, да? I wasn't aware of that. Его привезли сюда, зачем? Rummaging through other people's belongings isn't a nice thing to do, Charlie. Oh, yes, I'm sorry. I didn't want to sound impolite. I was just looking around. Don't worry, Charlie. I'm just teasing you. So, what can I do for you? Можешь сделать свою голову немного поменьше? Не может. Вот зачем вот это останавливается хрень? Why did you collect all these press clippings? Are you gathering information on me? I think it's pretty normal to gather some information about your boyfriend, don't you agree? It's sort of a family album. Don't you do the same thing with me? Нет. Honestly, no. Should I? Please do as you wish. I'm guessing that you have something else to tell me, though, Charlie. Am I correct? Ну, хз. I'd like to ask you some questions, if possible. What can you tell me about a strange Greek amphora with a triangular base that's kept at the museum? A Greek amphora? And why should I know anything? Mainly because it was donated to the museum by your family. And since it was the real objective of the thieves... Charlie, please listen to me. There are some things that would be better to stay hidden. I know it's hard to accept this, but please, trust me. First you asked me to investigate a theft, then to overlook the clues I found. Come on! Так, ничего она не скажет. А переиграть можно? I'm sorry, Charlie. I wish I could have helped you more. There's something fishy here. Toletta knows something, but she doesn't want to tell me. I don't like... Why did you collect all these press clippings? Are you gathering information on me? I think... Honestly, no. Should I?
Please. М. Не, You не то, should да? answer some questions. Mainly because it was donated to the museum by your family, and since it was the real objective of the thief. Charlie, please listen. First, you asked me to investigate a theft, then to overlook the clues I found. Ну, хз, видимо, все правильно, только стрелять надо не туда. There's some... I don't... Еще раз. Еще раз, какие правильные варианты? Why did you collect all these press clippings? Are you gathering information on me? I think it's pretty. М. No, but with the wisdom... Please. Yes, Значит, you're второй right. вариант. By any chance, do you know anything about a bizarre A Greek and. Mainly because it was donated to the museum by your family, and since it was the real objective... Charlie, please. 19. First, you asked me to investigate a theft, then to overlook the clues I found. Come on. Значит, там было 19. Так, ну давайте ваши эти художественные паузы. Вместо них что-нибудь сделаем еще интересно. Why did you collect all these press clippings? Are you gathering information? I think it's pretty normal to gather some information about your. No, but with the wisdom of hindsight, I think I'll start. Please do. Yes, you're right. By any chance, do you know anything about a bizarre amphora with a triangular base that's kept at the museum? A Greek and. Mainly because it was donated to the museum by your family, and since it was the real objective of the thieves... Charlie, please listen to me. There are some things that would be. Блин, а куда же тогда стрелять-то? Небось, какая-нибудь авторская логика здесь, да? Флинт, привет! Благодарю за рейд. Как бодрость духа, например, как проходит суббота, выходные и все такое прочее. Что нового в окружающем пространстве? У нас здесь, как обычно, квест. Про детектива на этот раз. Но про миллиардера, который думает, что он детектив, это его новое увлечение. И он хочет расследовать дело о пропаже, о краже какой-то хрени из музея. Да, воистину так. Я не врубаюсь, как против нее действовать-то в данный момент. То есть, куда именно нужно стрелять? А еще у нас есть небольшой шутанчик. Шутанчик. Давайте я посмотрю тогда. Что надо выбирать-то здесь?
Потому что они что-то перемудрили с этими оригинальным, как это сказать, оригинальными механиками. Пойду пельмешки сварю. Эх, вот бы сейчас пельмешек. Давай, рассказывай, что там. Хватит варить пельмешки. Успеешь еще. Как ваша игра-то? Во что, вы играли в эту самую самопроходилку, да? Как обычно? И прохождение этой игры похоже на итальянском. I'm sorry, but I don't think so. It's obvious that something's going on, and now I want to find out what it is. Так, что нужно? I'm в sorry, КС2. Charlie. I wish I could have helped you more. There's... I Это что там don't like... в КС2 интересное что-то? Ты уже играл в нового Робокопа? Все играют сейчас в нового Робокопа. Очень модная, хайповая игра. УБГ? Куда УБГ? Why did you Не collect all these положено press УБГ. clippings? Are you gathering information on me? I think it's pretty normal to gather some information about your boyfriend, don't you agree? It's sort of a... У нас начался вечер рейдов внезапно. Привет, Клёш, благодарю за рейд. Как бодрость духа, например. Как у вас там все проходит, во что играли или вы ни во что не играли? Я видел, у вас вроде какой-то был джаз-чатинг. Серёня Слоупокинг. Как так? Привет, привет. Да осветит ваш путь свет нашего маяка. А что у вас за маяк? Маяк? А я вчера играл в игру... А, нет, там был не маяк. Там была просто вышка типа маяка. Называлась Summertime Madness. Вот. Рассказывайте, как ваша бодрость духа, что нового, что происходит вообще в мире. Маяк освещает вещание вашего стрима, хорошего настроения. Да, воистину, благодарю. Стараюсь. И привет, кстати. Да. И не забывайте ставить эти сердечки на ВКПБЛ имени Коржижановского. Мне 2 штуки еще нужно, ну, наверное, уже 0. Или 1, не знаю, до 50. И тогда я получу базедовый уровень, и вообще все классно будет. И благодарю за фоллоу многочисленных фолловеров. У нас здесь канал, если кто не знает, про квесты, пазлы и все такое прочее похожее. Вот. На постоянной основе причем. И я сегодня на ютубе обновил эти, как их называют, thumbnails. Картиночки, в общем, для видосов ежемесячных. За последние 3 месяца. Так что все стало красивее, веселее и вообще замечательно. Так что, если кому интересны новинки, заходите на YouTube тоже. Аришка, привет-привет. Как бодрость духа, например, рассказывай, что нового происходит. Что у вас там творится в Москве? Или это не в Москве? Я здесь играю, смотрите, нужно выбрать правильный ответ. За правильный ответ дают много очков, которые можно потратить на разбомбление вот этого замка. Аукцион был, который пел «Я сам себе и небо и луна», вот этот вот, да? Или другой? Играли в Forgotten Hill, Battle Block и смотрели документалку. А в какой Forgotten Hill? В новый? Ты видел, кстати, 3D-шные варианты они выпустили? Авторы Forgotten Hill, у них есть Forgotten Hill, Third Access, по-моему, называется. Вот только недавно вышел. Жизнь прекрасна. Я не в Москве, а в Рязанской области. Ну, для нас шо Москва, шо Рязанская область, где там? Как там в Рязанской области-то? Жизнь прекрасна? Что происходит вообще? Что Москва, что Рязань одинаково далеко, да? Но все равно нужно выбирать первый вариант. Говорят, первый вариант нужно выбирать и стрелять сюда. I think I already know everything I need. You'll tell me about the missing pieces when you want to. Please do as you wish. I'm guessing that you have something else to tell me, though, Charlie. Am I correct?
Да, что-то еще он и хотел сказать, но я не знаю что. Нужен какой-то один из 3 вариантов. Сейчас глянем. Старый Surgery? А в новый будешь играть? Я, например, в понедельник собираюсь играть, если выйдет в этого самого непобедимого, который по Станиславу Лему. По мотивам, точнее. Холодает потихоньку, дожди через день. Вот у нас тоже вчера дождь был, вроде бы. И тоже холодает. Я не знаю, сколько сейчас, да, я тебя посмотрю. Сколько у нас сейчас. Прям вообще холодно стало. Так, погода. Что нам сообщает погода? Она сообщает днем 17, ночью 7. Ну, холодно, холодно, да. Уже скоро декабрь получается. Хочется тепла от кого-нибудь побольше, чем кот. Большой кот. Бери большой кот, будет много тепла. Вот так вот. А какой вариант мне сейчас выбирать-то? Подождите, я пропустил это дело. А как он мне вот целится? Ладно. Посмотрим, куда чел стреляет. Что, 19, да? 19, я правильно выбрал. У нас меньше температура, а сколько у вас там? Yes, you're right. By any chance, do you know anything about a bizarre amphora with a triangular base that's kept at the museum? A Greek amphora? And why should I know anything about it? Она ничего не знает про греческую амфору. У чела что-то стрим тормозит, ладно. По-моему, вот этот вариант надо было выбирать, да. Mainly because it was donated to the museum by your family. And since it was the real objective of the thieves... Charlie, please listen to me. There are some things that would be better to stay hidden. I know it's hard to accept this, but please, trust me. First you asked me to investigate a theft, then to overlook the clues I found. Come on, tell me what's really happening. Что-то не то. А если тепло от бодипозитивного манула? Да. I wish I could have helped you more. Негде Мейн-кунчика взять. Так они вон ходят кругом, нет? Сегодня меньше 10 было, завтра 11. Да, что-то у вас совсем холодно. У нас ночью было недавно 11. Мы откуда? Мы из Еревана. Солнечного. Но летом. А осенью не особо солнечного. Подождите, этот чел, по-моему, специально вырезал правильные варианты ответа. Блин, а есть другое прохождение? Так где? Какой вариант он выбирает? Сначала выбираем второй. А я... Почти удалось. Выбираем второй и фигачим эту с флажком. Why did you collect all these press clippings? Are you gathering information on me? I think it's pretty normal to gather some information about your boyfriend, don't you agree? It's sort of a family album. Don't you do? I think I already know everything I need. You'll tell me about the missing pieces when you want to. Please do as you wish. I'm guessing that you have something else to tell me, though, Charlie. Куда Am I теперь-то? correct? А какой вариант ответа он выбирает-то? Который на 19.
19, по-моему, вот этот. Да, это 19. I'd like to Второй. ask you some questions if possible. What can you tell me about a strange Greek amphora with a triangular base that's kept at the museum? A Greek amphora? And why should I know anything about it? Слушайте, а что-то не то происходит. То есть чел стрелял, у него было 19, у меня 19, но у него стена развалилась. Mainly because it was donated to the museum by your family. And since it was the real objective of the thieves... Charlie, please listen to me. А почему вы решили стримить маски? В какой маске? ГГВП. Да, ГГВП. But I don't understand. You're the one who asked me to... Чё-то не понимаю, блин. Дайте другое прохождение какое-нибудь. I'm sorry, Charlie. I wish I could have helped you more. А его нет, да? Вязаный? Вязаной маске? Где? Не знаю, не знаю. Первый раз слышу. Ну, точнее, мне иногда говорят, приходят люди на стрим и говорят, что за маска? Я говорю, какая маска? Нет никакой маски. Это мое настоящее лицо. Привет, Аннабель. Как бодрость духа, например? Как проходят выходные? Что нового? Играешь во что-нибудь? В Fall Guys, извините. Или во что-нибудь другое? Так, блин, есть какой-то детектив-гримуар, но это не то. Эта игра выглядит как приличная. Надо записать, кстати. Детектив-гримуар. Кто-нибудь знает, что это за игруха? Рисовка выглядит, как будто бы это point and click. Что-то... А, я видел эту игру, да. Я помню, что это такое. Ай-яй. Что ай-яй-яй? Ай-яй что? Где? Что случилось? Ну, в общем, да. Походу, ее никак не победить. Или победить. Мне это, конечно, все не нравится, ну ладно. Никому это не нравится. Так, ну смотрите, у меня... Дайте я запишу вообще. Смотрите, первый вариант ответа у меня какой? Второй. И мы фигачим куда? Вот сюда. Правильно. Why did you collect all these press clippings? Are you gathering in... I think it's pretty normal to gather some information about your boyfriend, don't you agree? It's... Дальше первый. И фигачим вот сюда. I think I already know everything I need. You'll tell me about the missing pieces when you want to. Please do as you wish. I'm guessing that you have something else to tell me, though, Charlie. Am I correct? Третий, сейчас посмотрю, куда он фигачит. Это, по-моему, второй вариант. Вот сюда, да, второй. I'd like to ask you some questions, if possible. What can you tell me about a strange Ну, Greek как бы amphora нет. with a triangular base that's kept at the museum? A Greek amphora? And why should I know anything about it? Может быть, не второй? I thought it was donated to the museum by your family. And Charlie. But I don't understand. You're the one who... Может быть, не второй. Давай попробуем первый. Или третий. I'm sorry.
Иначе я не понимаю, может, я чего-то не нашел или что-то не прокачал? Why did you collect all these press clippings? Are you gathering? I think it's Давай, второй, первый. I think I already know everything I need. You'll tell me. А что за звуки такие странные? А, подождите. Вот, первый. Yes, you're right. By any chance, do you know anything about a bizarre amphora with a triangle? a It's one of. Это бесполезно. По какой-то причине я не могу у нее выиграть пока Charlie. что. But I don't understand. You're the one who asked me. Возможно, я что-то не сделал. I'm sorry. There's. Возможно, я действительно что-то не сделал. Ну, пошли тогда поговорим с кем-нибудь еще. Блин, потратил на этот полчаса. Неизвестно на что. Вот. Улица. Что за улица? Улица Курицы, да? Дом Марти и Сони. Гордый павлин, гараж Морн. Про это я спрашивал уже. Быстрее, нет времени, все. Не могли придумать еще 50 тысяч диалогов. That's the entrance to the club. Very subtle to avoid unwanted attention. Видите? Муншайн. Синий муншайн. У них типа сухой закон сейчас. Но муншайн рекламирует все равно. Да-да-да. I'm not a dancer. Я не танцор. Это он так типа Every намекнул, time да, I'm на что-то? around here, I find something new outside. This time, it's a wheel. Что ему что-то танцевать мешает. Seems to be just some Давайте осмотрим здесь весь мусор. one of an infinite number of manholes in the city. You never think about these, but there are actually millions of them in the country. Так он полезет в канализацию или нет? Что за игра, что за квест, где в канализацию не Of надо all лазить? things, an abandoned tricycle at the corner of the street. I don't think I've ever had one of these before. Well, better late than never. Ну хотя бы в мусорке здесь можно было покопаться, уже лучше, правильно? А ножичек возьмем? Пригодится. Disturbing. Someone drove a knife into this poster. It seems dangerous. Maybe it's better to take it out. Сейчас эта картина свернется, а за ней будет дыра. Ну, почти, ладно. Почти угадал. Password. Пароль я чуть Nah, знаю. I completely forgot about it. This password thing always confuses me. Let's see. Черт побери, не знаю какой. А как узнать пароль? Fake banana? I'm sorry. Damn. I remember I took note of it somewhere, but where? Где эта бумажка? А, эта бумажка, скорее всего, где-то в его воспоминаниях. Она в бутылке. Слушайте, а как достать-то его? Can't see why. I can't. А как достать из бутылки тогда? Ну, вот 100% оно там. Блин, а почему я не могу победить эту телегу-то? Казалось бы, по очкам то же самое. Мне покажут инвентарь вообще, не? Где-нибудь покажите инвентарь. Неужели его так редко используют в этой игре? Да, его так редко используют в этой игре. Похрену, короче. Проходим дальше.
I have no idea what it is. Я не понимаю. TNT. Ну, возможно, здесь авторская логика. То есть с бутылкой нужно совместить что-то непонятное. So the police are keeping an don't decide. Во, усатый. А почему он без трубки? I wonder if he's waiting for something, or if he just considers this waiting room a newspaper library. That hat seems to have been forgotten. Давайте заберем. I once saw a similar table in an antique shop. It was really expensive. A solitary and unmatched glove on the floor. I can guess how someone might have forgotten it. It's pretty garish. Вы детские проходите игры? Ну, у нас была, как это, детская игра, год назад, наверное. Как она называлась-то? Про девочку и собачку. Ну, сейчас сходу не вспомню. Ну, вообще не особо. У нас больше взрослые. Еще недавно видел трейлер «Тридевятое царство». Думаю в нее поиграть. Если она вышла. Или выйдет. Или когда выйдет, тогда я поиграю. Вот. И Пижама Сэм, конечно же. Самая главная детская игра, которая у нас была, это Пижама Сэм. Перчатку он брать не This хочет. wall chart explains why telephones are a photograph. A syndapsus. It's a plant with large leaves, and it's a member of the Ericea family. Растение из семейства андроидных. Вот так вот. Authorized personnel only. I'm sorry, sir. Значит, надо получить пропуск где-то. I guess it shows a woman and some telephone cables. Tomorrow is today. Ясно, понятно. С теткой поговорить. Excuse me. I'm sorry, sir, but I have no time now. The telephone keeps ringing and ringing and ringing. Сейчас мы перережем провод, и он не будет больше звонить. Let's try to break this deadlock. Good morning, miss. Good morning, sir. How can I assist you? Phone problems? Пропуск давай. It's just a little malfunction, sir. Nothing serious. These things can happen with such advanced devices. Okay. Anyway, I would need some information. Yes? Could you tell me where I should go to find out which one of your employees drives the van with this license plate? I'm sorry, sir, but this kind of information isn't accessible to the public. Он детектив, у него даже диплом есть. That's kept in our archives and is strictly confidential. Она так шевелит руками, как будто бы это тот чел из Манки Айленда. Что делать-то? Как игра-то называется? Dream Chamber. Натали Брукс там дедушку искала. Ну, она там тоже дедушку искала, но это не Натали Брукс. Сейчас я посмотрю, как она называется. Так, где ее искать? Угу.
Где-то вот здесь должна быть. Little Acre. Little Acre. Вот. Она хранится в наших архивах. Так, Archives, huh? Oh, I see. I'm sorry, sir. Templar Archives. Мы начинаем играть в StarCraft. Архивы. Как попасть в архивы? Так, чел, ты похож на художника. У тебя усы и шарф. It's a guy, and he's reading a new... Нет, не хочет он. Кому бы зажигалку-то отдать? И зачем ему велосипед трехколесный? Давайте тогда на выход. Пароль он сейчас не вспомнит. В музее я уже все осмотрел вроде бы. У Арчера был, забрал зажигалку. Дом Чарли, дом телеги, котлеты. Не, поехали к нему лучше. Так, по футболу. Так, это вопрос про футбол, значит это неинтересно, можно его проскипать. Пошли к этому внутреннему голосу. Да. Я хочу сейчас обойти все локации. Не, вот сюда сначала. Здесь ничего нет. Вот в этом-то и прикол. Может быть, колесо вот это большое попробовать приделать к велосипеду трехколесному? Но это авторская логика уже пойдет тогда. The leaves are hiding something, but I can't understand what it is. I guess it's something attached to the pillar. I'll never understand this dreaming thing. Ага, вот этого я не заметил. I don't remember. Вот этого места он не помнит. Окей, значит, единственное, что у нас есть из нового. Это вот это вот. Ну, смотрите, у нее вот эта вот книжка, на которую нужно нажать обязательно. Ну, как это сделать? Игра мне пока что этого сделать не дает. Все, выходим. И надо найти правильные ответы на как она называется-то? Ладно, давайте я сначала сюда поеду, попробую прикрепить большое колесо к маленькому велосипеду. Высшая лига. Это тоже неинтересно. Угу. Definitely no. Нет. Поехали еще раз попробуем сразиться с этой теткой. С телегой котлетой. I'm confused. I don't... Возможно, тогда я смогу что-нибудь I don't понять. like what's happening, but I'm ready to fight. Why did you collect all these press clippings? Are you gathering...
Зачем эти паузы? В этом нет необходимости. Нифига чем. Вот сюда. I think I already know everything I need. You'll tell me about the missing pieces when you want to. Please do as you wish. I'm guessing that you have... Это вот сюда? You should answer some questions about a peculiar Greek amphora with a tri... A Greek? Вот это я не помню сколько. Да, Mainly because it was donated to the museum by your family. And since it was the real objective of the thieves... Charlie, please listen to me. There are some things that would be better. И вот это вот сюда. I'm sorry, but I don't think so. It's obvious that something's going on, and now I want to... Похрен, все, выиграл. Победа! Наконец-то победа! Итак, что делать с этой бутылкой-то шампанского? You're right. You deserve an explanation. Но это было намного раньше, да? То есть это намного раньше решается. I just know that among the stolen archaeological finds, there's a particular object, an amphora to be exact, that is really important to my family. Oh! I know that you don't believe in certain kinds of folklore, so to speak. That's why I was unwilling to bring up this subject before. Сатанизм пошел. Смотрите, сейчас у нее рога вырастут и хвост. Правда, я думаю, что они у нее уже есть, просто их не видно. We Thradomachuses, however, place a certain stock in legends and mysteries. Ну что, зовем Жоржестоберта? Или еще рановато? Well, that amphora is called Kairos, and it is a very special object. Кто играл Broken Sword? В чате поднимите руки. Кто-нибудь играл? Вы знаете, что в следующем году выходит ремастер первой части и еще новая часть? Why is it so special? Based on the results of our research, the Kairos is much more than a simple amphora. That object is a receptacle, a container capable of channeling misfortune from the surrounding environment, amplifying it, and then indiscriminately pouring it out to things and people. Ну вот, они устроили этот кризис, про который говорил профессор, и сами на нем поднялись с помощью этой амфоры. You might not believe it, but we think that object is a great danger. We need to recover it, whatever it takes. Come on, Toletta. I don't want to disrespect your beliefs, but don't you think you're exaggerating? Cursed objects. Misfortune. This sounds ridiculous. Absolutely not, Charlie. I'm accustomed to giving everything the correct weight. You were the one who said that the amphora was probably the real target of the theft. Or am I wrong? Evidently, my family and I aren't the only ones who consider that object really important. That certainly seems to be the case. Frankly, this story still seems pretty fishy, though. Правильно, давайте поищем что-нибудь другое. Может быть, они еще что-то украли, а нам разобьем просто. I'm sorry, Charlie. I put you in a dangerous situation. If you think I can help you, or if you need anything from me, please don't hesitate to ask. Короче, здесь авторская логика, действительно. Смотрите, что надо сделать. Hey, it fits perfectly. Да.
То есть просто зажигалку применить нельзя было? Вот надо так было. But it actually has a purpose then. Pierre Perignon. Now I remember. That's the password to get into the Proud Peacock. Отлично. Но дневник я читать не буду, хрен с ним. Пошли в Пикок. Или, как некоторые говорят, Пи-Рустер. Гордый павлин, движение Растафари. Ну это я... Давайте про... Не знаю. Про Haile Растафари. Selassie has just been crowned Emperor of Ethiopia. Уже все было. Вот авторы знали, что на машине придется ездить часто, скорее всего. Не могли придумать 800 тысяч диалогов. Вон в этом Stanley Parable Deluxe Edition. Там записали 18 тысяч часов монолога специально для игроков. А здесь такую простую вещь придумать не могли. Password. Pierre Perignon. Okay, my friend, you can pass. Have a nice evening. Вышивала. You need correct attire for any occasion. Luckily, I always keep a change of clothes available here. These are the privileges of being a regular. С ним беседовал Вышивала. Сейчас посмотрим, он крестиком должен где-то сидеть вышивать. А что у нас здесь есть? The bar of the Proud Peacock. So many memories. Вот, видите, здесь синяя хрень такая же, как у него в доме. Только у него красная. А здесь синяя. It was me who persuaded Joseph to use a screen as a room divider. Ладно, в Вьетнамке на Савеловской такая же была. They get cleaned several times each night. I appreciate cleanliness. Ну, почти такая же. А, потом в TNT еще надо съездить. Поговорим с барменом. Good evening, sir. What can I get you? Какие странные у него усы. Можно ему здесь второй рот пририсовать при желании. I have to remind you that I'm forbidden to serve you olives in any form. Оливки. Эх, вот бы сейчас Дуду. Там как раз с оливками. Надо будет водки купить ближе к декабрю. And it's all because of that harmless accident. Let's see. У меня ж табаско еще остался в холодильнике. Так что все, что нужно, это водка, лимоны и оливки, да. А что ему нужно-то? Виски, наверное. Детективы же вискарь глушат постоянно, с утра прям. A whiskey, thank you. Так он это пить будет или просто взял? Видимо, выпил. А зачем я сюда пришел? I don't smoke. I don't have any lesser vices. А, там же дверь. А слона-то я и не заметил. Это у нас тот братан Вуду-детектива, да? Который постоянно в трансе был. Of course. It's clearly the latest fashion. А это что, это пепельница? It must be really warm. На воротник, да. Кто знает, вот эта пепельница, да, такая? Empty. They're just for decoration. Joseph keeps all his documents here, or so he says. А, так это ест Йозеф. А вот это зеркало мне напоминает об игре Грим Фанданго почему-то. It's the very same poster you can see outside. Почему бы это могло быть? Гордый Пи-Рустер. It's the sign from the club's grand opening. The last time I saw it was years ago. So many memories. Wait a minute, wait! He told me about her. She was a Polish painter, if I'm not mistaken. А кто у нас польская художница? Это какая-то отсылка к чему-то? Пошли в мусорке покопаемся. Нельзя, вот он, Пикок. Ah! That stuffed peacock just moved! Go away, zombie peacock! Зомби-Пикок. Joseph's desk is always cluttered with documents and other things. That guy has a lot of work. Ага, у него много работы, и поэтому он занят исключительно тем, что мешает карты. Это работа его такая. Good evening, Joseph. Any news here at the Proud Peacock? Charlie, it's been a while. I thought you found another club to spend your evenings in. It's been a long time since your last visit.
I'm sorry, I've been busy. Did you know I have a new job? A stiff one, I mean, not the usual. I heard you started working as a private detective. I guess it's true, huh? Rumors travel fast, as usual. And I was hoping to surprise you. That's very kind of you. But as you know, keeping up to date is part of my job. Да уже все знают, кроме него, что он работает детективом. Только он не знает. Tell me, are you here for a drink? Or is your visit related to something else? Well, to tell the truth, I was hoping that you could lend me a hand with the case I'm working at the moment. Charlie, let it go. This road could lead you to some unpleasant surprises. Ты на самом деле не Чарли, ты на самом деле приемный. Come on, Joseph. For all the drinks I offered your patrons? I'm not asking for any kind of direct help. I just need some suggestions. And what are you looking for suggestions for? Чё, снова будем играть в этот замок? Только что играли, сколько Well, можно? I'm working on the theft that happened at the museum the other night. And since no one knows the gutters of this city better than you, I was wondering if you've heard anything about it. Опять началось. Где это? Давайте глянем. Мне нужно что-то, чтобы указывал, наверное, направление. Блин, почему мне не говорят, сколько очков заранее? I'm still an inexperienced detective, unfortunately, but I just need someone to point me in the right direction. You're sticking your nose in a dangerous world, Charlie. Are you sure you want to do this? Так. Ну, похрену. I'm not a child anymore, and I don't need this kind of advice. What I need is some information about the case. I understand. No offense intended, Charlie. But what do I get for getting mixed up in this? Так, третий вариант. А чем отличается второй и третий? Что у тебя там с клавиатурой случилось? You'll find it interesting to know that the police have been keeping your place under surveillance. They think the thieves might try to sell the stolen goods through smuggling channels. Well, well. So that's how things really are, huh? I have to say that this whole thing is turning out quite unexpectedly. Believe me, this case is far from normal. I'm working on it for personal reasons. That's why I'm so interested. Grit and determination. You surprise me. It seems you're taking this matter way more seriously than you usually do. Спать не собираешься? Да вроде пока что нет. Я думаю, я сегодня успею даже эту игру пройти, чтобы завтра устроить демо-стрим или просто отдохнуть, а в понедельник уже начать новую игру. 3D-шечку от первого лица, все как положено. See? I told you I'm serious. Come on, we've been friends a long time. I wouldn't bother you if it wasn't important. Я хуйню иногда в чат пишу, чтобы ты знал, что я тебя слушаю фоном. Ну вот бы все так писали, I хуйню see в чат. there's no dissuading you this time. Oh well, as you wish. I'll try to give you the information you seek. А то иногда люди сидят, ничего в чат не пишут, и ты не знаешь, они здесь или они уже куда-то ушли. Типа продолжать, не продолжать. Приводить куда-нибудь рейд или не приводить. Тут дела просто делаю. Ясно, понятно.
Суперсекретные, очень важные дела? Я тебя слушаю. Окей, окей. А я сейчас посмотрю, на каком моменте мы находимся. Но я не уверен, что я сегодня смогу пройти. Ладно, давайте посидим еще немного. I don't know much about the theft at the museum, only that it was done by a group of professionals from out of town. Слушайте, я уже догадался, что эта тетка все украла. Супер несекретные, супер неважные дела. Просто денег надо, чтобы было что кушать и где спать. Ага. Дела делаешь за деньги? Понятно, понятно. They're led by a strange woman with a fondness for white dresses. She calls herself White Widow. A woman? With a fondness for white dresses? Кто бы это мог быть? И мы сейчас будем еще полчаса выяснять, что же это за женщина была. Кажется, мне снова не надонатили на оплату квартиры. Да, мне тоже не надонатили на Робокопа. 40 баксов. Прикиньте, я узнал, что в России он стоит 1700 рублей. Это меньше 20 баксов, и у нас 40. As far as I know, they still haven't tried to sell the stolen goods yet, and I don't think they will. Thefts like this are always commissioned by a buyer. Artwork in general is very difficult to fence. Вот, и только полиция об этом не знает, да. It was theft on commission then. Где? В Ереване. That's everything I know. Good luck with your investigation, Charlie. Thank you, Joseph. I knew you'd eventually help me. Ладно, велосипед-то ему зачем? Погрумить, что ли? Практически, но не совсем. Привет, Тата. Как бодрость духа, например? Что происходит в окружающем пространстве? Как проходит суббота? Или уже воскресенье? У кого как? А, нужно поехать в этот TNT, я собирался. В TNT. Отлично, у тебя как? Я играю в ужасно сложную игру с парой... с очень необычной механикой разрушения замков и одной задачей, которая здесь была на авторскую логику. Вот, а так игруха простая достаточно. У тебя есть приятели в Ереване? В кабаке есть несколько человек. Хе-хе-хе. Познакомились тут. Завтра поеду за котенком, точнее уже сегодня. За первым котенком или уже за 12-м? Это важно. Играешь в шахматы? Нет, тут местные играют. У них же, говорят, в школе есть предмет шахматы. Вот, поэтому местные некоторые умеют играть. И в нарды тоже играют. За первым? И как котенок, ты его видела уже, нет? Как он выглядит? Как обычный котенок или как необычный котенок? Или манул? Или сибирский, норвежский, лесной? Белый? С голубыми глазами или нет? It seems there's something behind the plant leaf. Let's see. Here it is. It was the building plan. Here it is, the archive. It's in the basement, B1. Now I just have to persuade the guard to let me through. I will have to be very persuasive. Ну тут пишут, что с охранника похрен, чего выбирать, он все равно не Authorized personnel only. I have no other... Это любовь. Эх. Понятно. Вроде голубые. Говорят, что у белых с голубыми глазами они могут быть глухие на одно ухо. Или вообще глухие, что ли. Иногда. Good morning. Could you let me pass? I'm sorry, sir, but the Come on, look at me.
Do I seem dangerous to you? It's pointless to insist. My duty is to block whoever doesn't have authorization, and I think you fit this description. Он слышит, значит, он будет притворяться, что не слышит. Эти людики. Че их слушать? Че они мне тут говорят? Сделаю вид, что я глухой. Please try to be sensible. I just need a few minutes. I have to be more annoying here, pestering you, don't you think? Listen, it's not up to me. If I let you through, I risk my job. You have my word. I just need a few minutes. If anyone stops me, I'll tell them I entered from a secondary entrance I found open. The fact is I shouldn't let you pass. That's the rule. You've already demonstrated an extraordinary commitment, keeping me here all this time. You don't have any reason to continue doing this. Ну ладно. Hey, wait a minute. You're Mr. Chamber? Да, я мистер Бендер. It could be. Why? Роуз 5. А у меня мини-чат просто смайлики не показывает. Поэтому я вижу Роуз 5. Вот. Please excuse me, Mr. Chamber. I didn't mean to, I didn't recognize you. I'm so sorry. It was the hat. I didn't mean to. I apologize. Okay, no problem at all. But what's happening? The newspaper said that you were a witty person. Это не смайлик, это так и было написано Розе 5. А что это значит? Well, modestly. Pretending to be a simple, curious visitor when you're the owner of this whole company. What? This company is mine? But when did I buy it? Вот, он купил компанию, в которой работает чел, который у него же похитил что-то там. Может быть, подарили 5 роз? А, это на Трову там можно что-то дарить, что ли? Элики, розы за 5 эликов. Я просто в Трову не особо разбираюсь, как там все устроено. Я знаю, что там за все донаты просят. Потому что это китайская донатная помойка. Вот. А больше я не знаю. You really played a nice joke on me. Could I have bought it without noticing? Well, that could have happened, yes. Кто-то за него купил. I do so many things without noticing. I'm sorry. I won't hold you up any further. Please go on. Anyway, let's make the most of this, even if it might be a mistake. Thank you. And please, always be wary. Of course, sir. Don't worry. I won't let you down. Растение испортил, охранника обманул. Так, мне B1 нужен, да, уровень? Okay, here we are. B1 basement. Надо будет нажимать на это вручную, или он и так поедет? Анимации нажатия, конечно же, не сделали. Ну, чего ожидать от людей, которым лень было нарисовать второй курсор? These are the archives. This place is huge. The information I need should be in this area. Ну, там что-то торчит. A lot of contracts. I guess I could find all the documents related to any business between the city authorities and the local companies here. This filing cabinet has no tags at all. Заметьте, никого не пускают, а муха все равно летает. Или кто это, светлячок? If I'm correct, there's an identical sign in the hall above. It's one of the company's advertisements. Вон там лестницу вижу. A simple chandelier with a... Со стандартной мухой, да-да-да. I'd say it makes this place even more disturbing. Suppliers. It seems that the telephone company also needs materials and services from some other agencies. Но это похоже на задачу из Индиана Джонса первого. Там тоже надо было ходить. В варенке можно участвовать, за определенные буквы получаешь
в следующем месяце награду. Чем больше очков, тем выше буквы и, соответственно, больше награды. Сложно. Сложно. Аренка это что такое? Это игра такая, да? Я просто не знаю. Я играю в квесты. Вот. Поэтому я могу быть не в курсе. Я в курсе только, что Робокоп новый вышел. И в ближайший год я буду копить 40 баксов, чтобы его купить. Так, велосипед, я думаю, здесь не нужен. Ну, черт его знает. Или все-таки там нужно покликать по этим? Не, давайте я сначала попробую отправиться к нему домой. Так, где его дом? Вот он, дом Чарли. На отшибе где-то. Ну, около парка себе дом построил. Нормально. Точнее, не он сам, а его друг-король. Точнее, предок-король. Во-первых, в бар. Может быть, я чего-то там не заметил. Эх, быстрое перемещение, где же ты? Когда-то так нужно. Нужно. У него ничего нет. Тогда едем в этот. Телефонную будку. А где она была? Вот она. TNT. Это я осматривал. Вот оно светится или нет? Нет, не светится, просто показалось. Едем в B1 и смотрим, что у нас здесь. Значит, нужно было на эти нажимать, да? There's something strange in these. Some of them are standing out. I wonder why. The order seems to be random. Так. Минуточку. Кстати, кто на Твиче, не забывайте голосовать за следующую игру. У нас, конечно, еще время есть. У нас время есть. Вот, но все равно. Забывать-то не надо. В общем, давайте тогда просыпаемся. Едем обратно в TNT. Хорошо быть миллиардером, да, когда... Спишь, когда хочешь. Можно за один день 10 раз поспать. Вот этот сначала. Теперь вот этот. This filing cabinet has no tags. This filing cabinet. This filing cabinet. This filing cabinet. This filing. This filing. This filing cabinet has no. Вот это странно, потому что я тыкаю на активное. Вы сейчас где-то внизу. Если кидать элики в определенное время или ты участвуешь в аренке, кому больше кинули, тот и победил в аренке, за каждую победу дают очки. Эти самые очки поднимают рейтинги. 1500 очков. Переходите в Е, там уже есть какая-то награда. А зачем это все? Вот на ВКПБ имени Крыжановского мне, например, понятно. Я получаю базовый уровень, мне за это дают 4 слота смайликов. Очень полезная вещь. Вот. А еще и денег могут заплатить. Но только самозанятым, поэтому нет. Поэтому на самом деле не могут. Хитрый способ ничего не платить изобрели в Mail.ru.
Давайте вот так вот. Вот так вот. Нет. It really makes А что делать-то нужно? Ну, то есть я частично понял. this filing, this file, this, this, this filing, this, this filing. А, подождите-ка. Вон бирки есть там. Ну-ка глянем. Соответствует ли бирке? Да. Бирки соответствуют. Все. Motor vehicles. Okay, this should be it. Че, угадал? Награду можно обменять на эльки и разыгрывать в боксиках. А зачем? From C1-160 to C1-200. The drawer is broken. From C1-110, the drawer is broken. From C2, this should be the correct drawer, but there's a note posted on it. Ну да, они опять его ведут по ложному следу, как инспектор Ваффлза. В той самой знаменитой игре про инспектора Ваффлза. It says that the files have been moved because the drawer is broken. Actually, it's empty. The bottom is half broken. That's why they moved the files. I wonder what caused this damage. But the real question is, where did they move the files? Man, this is really bad luck. Вот это переместили, а куда? From B1, the drawer is broke. From A, the drawer. From A, the drawer. From A, the drawer. The tag, the drawer is. From the drawer. From. This should be. It's. But. Где-то я видел, чел. Документы вот сюда, наверное, их переместили-то, нет? A lot of contracts. I guess I could find all the. А куда еще? Куда же их еще могли переместить? Может быть, сюда? Good morning, seemingly empty filing cabinet. Let's have a look. А, сюда, значит. Here are some files. They must be the ones that were moved from the motor vehicles archive. Уточните по поводу награды в аренках у Максима или у кого-то из стримеров на Трово. Я знаю точно лишь про обмен на элики, но там, кажется, еще что-то можно делать. Боксики привлекают новых зрителей. А не проще привлекать новых зрителей контентом? Или там по-другому работает? Ну, вообще да. Потому что смотри, вот у меня идут рестримы вообще на все, что только можно. На Твиче, понятно, я там дольше всего сижу, там больше всего зрителей, да? ВКПБЛ имени Коржановского, даже несмотря на их кривой плеер с задержкой в полминуты, новые люди появляются постоянно, да? На Ютубе, ну, там больше смотрят из-за контента, и именно не из-за стримов, а из-за вот всего остального тоже появляются. На Трово вообще ноль. Вот вообще, то есть нужно какие-то элики, боксики, хот-токсики, еще что-то делать. Нельзя просто так начать стримить, и чтобы у тебя зрители появлялись, что ли? Не, ну, я не удивлен, на самом деле, знаешь, по одной простой причине. Потому что на Трово есть очень мало игр. Вот если ты выбираешь в категориях это дополнительные, не знаю, может быть. Но у меня и основной не работает. Смотри, если ты начинаешь стримить какую-нибудь дичайшую инди-игру, с большой долей вероятности категория этой игры будет на Твиче. Она будет на Ютубе прям практически 100%. Она тоже с большой долей вероятности будет на ВКПБЛ имени Коржановского. На Трово ее не будет. Это единственный стриминговый сервис, которому похрен на категории вообще. Поэтому он чисто у меня для совместимости висит, и Флинт иногда рейды приводит.
Вот как они это делают, я не знаю. Причем, когда я Some начинал, files. I can only get. некоторое время туда рестримить, прям так активно этим занимался и обнаружил... Что я обнаружил, блин, забыл, из головы вылетело с этими его диалогами. Ладно, похрен, вспомню, тогда расскажу. Что там про категории было? Что нужно, чтобы добавить игру туда, в список, тебе нужно зайти к ним в Discord, написать туда сообщение, и через день или два, когда тебе это уже будет не нужно, они это добавят. Вот, ну, зато токсики прикрутили, ну. Каждый развлекается как может. Empty. Let's take a look. Okay, perfect. Let's see. Van, blah, 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 turned over to maintenance, blah, 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 in the area of blah, blah. У вас есть ненужная мана, а я не знаю, что это такое даже. Я стримлю, чтобы люди смотрели стримы, а не для того, чтобы там маны, наркоманы и все прочее. Вот. Так, что у нас? Here, the driver of the vehicle is a certain Mr. Hemet Harding. Хэммет. Это же гитарист Металлики. Неудивительно, что он замешан в каких-то преступлениях. Judging from this address, it seems this gentleman lives in the suburbs. I could go there to pay a quick visit. I finally feel like I have a real lead. I was beginning to think that I'm not a very good detective. Bah, that's absurd. Поехали к Кирку. Кирку Хэммету. Поедем к нему на трехколесном велосипеде, правильно? У нас же есть теперь трехколесный велосипед? Mr. Chambers is getting close to solving the case. The director wants no one to impede him. That way, we'll get our chance. The Service Society members aren't stupid. By now, they've surely come to understand what's happening. It's possible. That's why we must act quickly. Before they decide to contact the Threadomacuses, I know. Continue monitoring the situation. Agreed. A report will follow very soon. Да, что отображается голубыми ромбиками и копится бесплатно, по крайней мере, у зрителей. Ну значит, у меня ничего не копится, потому что я туда не захожу смотреть ничего. Но там же не стримят квесты, там стримят автобатлеры, куки-кликеры. Что там еще есть? Ну, высокоинтеллектуальные игры, в общем, в основном. Genshin Impact вот эти вот. А квестов там особо, насколько я понимаю, нет. Проверьте заклинания, это слишком сложно. Да и зачем? Ну вот я говорю, Трова, они переусложнили всю эту систему, то есть у них есть мана, наркомана, заклинания еще какие-то. Я узнал сегодня уже 50 новых слов из того, что у них есть. А зачем? Нигде этого нет, и все работает. И зрителей там больше. И фолловеров там больше. И квесты смотрят активнее. Вот так-то. А куда я собирался съездить? К этому челу за город. О, пригород. Поехали в пригород, чтобы ему там по башке дали. Где? В Джигурде. Да, обсуждаем, что там на Трово прикрутили. Там, короче... Что там? Мана, токсики, гелики и что-то еще. Забань себя сам, я не могу. Я слишком стар для этого дерьма. Ее можно разыграть, если она вам нафиг не нужна, а розыгрыш запихать можно. Куда? В розыгрыш запихать можно. Так это надо куда-то идти, что-то настраивать. И зачем? Мне проще он кнопку нажал, стрим запустил. Вот, и ждешь, пока тебя зрители как-нибудь найдут. Да, насчет тегов на ютубе. Кто там, Бонго говорил, что теги помогают? Я сегодня в начале стрима, по-моему, рассказывал. Глянул пару своих видосов, пару-тройку.
обнаружил, что по тегам что-то как-то ничего не находится там. Вот, то есть никто их не использовал. Я не знаю, как надо с Бонго обсудить, может быть, если он знает, как это настраивается. Во-во-во, наркоманы, токсики и гелики, точно. It wasn't easy finding this guy's address. I hope it doesn't turn out to be a complete miss. Ну, то есть, как будто бы стримеры больше нечем заняться, чем какие-то там токсики, еще какой-то фигней заниматься. Стримеры очень занятые люди, на самом деле. Особенно, которые не только стримами занимаются, а еще и прочим контентом. Я вот вчера практически до утра сидел, придумывал новые, всякие разные улучшения. Вот, сегодня их наконец-то прикрутил. И еще буду прикручивать. Какое у нас сегодня число? О, слушайте, до конца месяца-то еще далеко. До конца месяца далеко. Успею, в общем. I'm sure your instinct is not deceiving you. If you found a trail to this individual, it's surely because he was involved in some way. You'll see. You'll find what you are looking for. Я ничего не знаю. Я знаю, когда выйдет какая-нибудь игра в жанре адвенчур. А если не знаю наизусть, то у меня записано. А почему у тебя в других каналах Махрю не указан? А потому что я их обновляю, знаешь, раз в полгода. Да и к тому же зачем? Кто туда смотрит-то, в эти другие каналы? Ты когда я последний раз смотрел другие каналы? Я не смотрю, значит никто не смотрит, правильно? Я у Бонго научился. Если этого не делают, значит никто не делает. I've never been in this part of the city. Rural. Только что, а до этого когда? А до этого когда? Когда Максим начнет стримить шведские игры вместо своей Зебды? Вот тогда, может быть, включу его туда. Wow, a combat latrine. Right in the middle of the street. Such privacy. Он стримит шведский. Да я как не зайду, он все время в одно и то же играет. То Старфилд он начал играть на полгода. Вот, то Зебду, я так понимаю, он года на 1,5, наверное, у него теперь. И бепки нет. Вот, смотри. Когда он включит бепку, и не просто включит, а постоянно с ней стримить будет, тогда вот. Потому что все приличные стримеры, которые у меня там, почти все. Ладно, не все. Так, у них вебки есть, а у него нет. На Зебду нашу нечего булки крошить, это лучшая игра. Не лучшая игра — это Робокоп. До него, конечно, была Якудза, но теперь Робокоп, потому что Робокоп круче Якудзы. Потому что живой или мертвый, ты идешь со мной. Зебда, да-да, та самая из картиночек. На 80% прошел. Видишь, год он играет, прошел на 80%. Значит, 20% от года — это сколько у нас? Пару месяцев еще. Потому что его никто не видел. Кого? Максима? Я видел, но он говорит, что у него борода колется. I can't find any better words to describe it. Miscellaneous junk. Я поиграл в Зебду. В смысле, в Зебду, который с картиночек, или в Зебду, который Зельда? Робокопа? Да ладно, я смотрел стрим по нему. У белорусов с камерой. Классная игруха, кстати, и сюжет прикольный. И вроде говорят, она не сильно затянутая, то есть можно ее полностью пройти часов за 17. Или по-максимовски за 80. Hello, box.
Он будет брать эту коробку, нет? This crate seems light and stable. Nice. Я в трейлере игры видел, что он что-то огромное здесь заберет. Да, вот. Yes, I know. I just picked up a box almost as large as me and slipped it into my coat. So? Он просто редко стримит. Кто, Робокоп? Да, Робокоп редко стримит. Malted milk. It's not my thing. Так, это вы редко взяли. It's Окей. junk. Garbage. Максут редко стримит. Да каждый день почти. Ну, когда не едет к своим оленям бухать. An advertisement for a Chaplin movie. Excellent. I love Chaplin, and he has a great name. Whatever it was advertising, it's illegible now. Чё, деревяшки попробуем забрать? Не хочет, да? Бочку тоже не хочет. Пошли и побеседуем с водителем с этим. Here's the mansion, the target, the end, the goal, the destination. Да ладно, еще долго играть. Good Lord! Don't even think about going in there. Почему? Давайте посмотрим, что у нас на КПБЛ творится. Ишь ты. Видимо, эти сердечки засчитают после стрима. Наверное. Туда он пойти не может, потому что собака. Может дать ей велосипед? На тебе собака-велосипед. А кто на Твиче, запустите какой-нибудь клипак интересный. А то у меня на канале 50 клипов, а за сегодня только 2 было. Или 3. 3, наверное, да? I can't. But... Может быть, коробку поместить сюда, типа? Матрешка коробка будет, нет? I really... Чё-то я, наверное, не заметил. Why did they hang the garbage out on the wires? В смысле, это одежда вообще-то. Он приехал в Ереван. Здесь вот так же. Ладно, поехали к нему уже, попробуем. It wasn't easy. Он хочет с ним поговорить? Ну-ка, ну-ка. Hi, Gregory. Any news from the Farcon Foundation? Did they find anything about the Service Society and the Capital's Chamber of Commerce? Hello, Charlie. Yes, the Farcon has just delivered this file for you, but I don't know what information it holds. Hello, Charlie? My Charlie. Фаран. Чарли. Фаран. Помните это? Стазис возвращается. Кстати, знаете, где сейчас находится мистер Бишов из компании Brotherhood? Он находится на выставке Adventure X, как, собственно, и все сообщество. Но мы пока что здесь, а они все там. Надо с этим что-то делать. Но я при Мака обязательно спрошу, что там было. Может, он же тоже на этой выставке, так что, может, сообщит какие-то новости. Привет, Светланка. Как бодрость духа? Благодарю за рейд. У нас здесь сегодня игра, которая называется Dream Chamber. Про миллиардера, который решил стать детективом, но у него блажь такая на него напала. И внезапно в музее совершили ограбление и украли какую-то амфору древнюю, которая приносит всем несчастье. И его девушка, которая тоже из какой-то знатной семьи, как и он, наняла его, чтобы он это дело расследовал, а его пытаются направить на ложный след, тра-ля-ля-ля, вот это все. Но он не поддается, в отличие от детектива Ваффлза. Вот так вот. Потому что Ваффлз кот, ему все равно. Привет-привет, рассказывайте, какие у вас новости. Во что играли? А что-то у нас давно не было. Модератор есть в чате? Нажмите шаут-аут, пожалуйста. Вам дейлики приехали. Thanks. Let's see what it says. Seems like they managed to gather some information. Great.
Смотрели? А что смотрели? It says the Service Society was founded in 1907 by my father. Unbelievable. It doesn't give the reason, though. Сейчас играют джаз-чаттинг. Понятно, понятно. You all right, Charlie? Yes, everything's fine. Thanks, Gregory. Так что-то... Ой, что и смотрели-то? Неуязвимый 2000 года и анимешку Ее заветное желание. Понятно. А неуязвимый это про что? Ну, аниме-то понятно все про что. Вот, а неуязвимый я не знаю. Это слишком новый для меня фильм. Я смотрю только фильмы 80-х годов, такие как «Робокоп». Дельги, делай, шаут-аут, запускай. Да, но это ж просто. Пришел, кнопочку нажал, это вам не в зебде. Когда ты ходишь, и непонятно, куда ты идешь и зачем. Кнопку нажал, все работает. Из 90-х, да, кстати, фильм «Клерки» Кевина Смита, он же 91-го года или 92-го, я не помню. Или 93-го, ну когда тогда, в те годы он был. Представляешь, он выпустил фильм, когда еще Советский Союз был. По-моему, в 91-м он выпустил. Или в 92-м, тогда его уже не было, конечно. С Уиллисом, про парня супергероя. А этот самый с Уиллисом смотрел, он же снимался в этом детективное агентство «Лунный свет». Я все так и не дошел его посмотреть. Там вроде сериал, да? Все хорошо, спасибо, Грегори. Но он будет читать, да, сейчас? Что-то стало холодать, надо отопление включать. Вот что. Чё встал? А куда он ему записку-то дал? Ой, сколько я всего не прочитал. Сертификаты исчезли, это была цель грабителей. TNT. Джозефу сказал. Совпадение. Воры, причастные к краже, подчиняются женщине, которая называет себя белой вдовой. Учитывая то, как трудно продать украденные произведения искусства, они уже нашли покупателя. Изучая архив TNT, я узнал, что это была группа... Кто играл песню TNT? AC/DC, да, по-моему? С ним я не смотрел. Вот. Надо будет как-нибудь посмотреть. Я сегодня, на самом деле, собирался прочитать Станислава Лема, но занимался контентом для Ютуба, и поэтому не успел. Вот так. Как я в понедельник буду играть в эту игру, я не знаю. Так и чего? И чего? Надо сохраниться, наверное. Я давно не сохранялся, да? И пойдем тогда... Should I be sleeping? Да, вот сюда. А здесь ничего нет. I don't remember. В общем, что-то для собаки нужно. AC/DC, да. Мы полдня фармили ивент хэллоуинский в Outlast'е. Тоже надо заниматься ютубом. Да. А у тебя там на ютубе что-нибудь интересное? Может быть, собаке оливку попробовать дать? Блин, зачем я это нажал? Подождите. Я же хотел еще одну вещь сделать. Так, где его дом? Это дом... Дом телеги котлеты, это мне не надо. Офис Чендлера нам не надо. Зал музея нам не надо. А где его дом-то? Дом Чарли, вот он. Просто на серии нарезаю стримы. Кому-то так удобнее смотреть. Так можно же рестримить просто, не?
А, в смысле... Стрим на серии? А какая разница тогда? Как смотреть? Там же YouTube сохраняет, ну, на каком месте ты закончил смотреть. А, типа как летсплеи? Понятно. Так чё, он цветов-то ему не принес? Он обещал цветы принести. Trust me. Trust me, Charlie. Give up. Русские не сдаются, как говорил товарищ Берия. Так, просыпаемся, да? Я не знаю, с собакой надо что-то делать. Ну а что? Костей вроде бы нигде нет. Не знаю, может, я невнимательно смотрел. Хз. Ну вот опять же, проблема этой игры. Непонятно, куда нажимать. Мне нужно в этот дом. Так, это я все прокликал уже. Может, по трубе забраться, как в Сайберии в новой? Только у нас ежика нет механического, да? Без механического ежика не заберешься. I can't find any better words to describe it. Miscellaneous junk. Кстати, лестница. Если кто помнит задачу Very Сайберии... rusty fire escape ladders. Unfortunately, they're too high. I don't know how to reach them. Перенос строки не сработал. Отлично. Там же ежик поднимался, по-моему, по трубе, а потом спускал лестницу. Как до нее дотянуться? Да у тебя огромная хрень в инвентаре, вон, ну на. It's not much, but it's a start. If I want to get things done, I'll have to find other objects to stack. Да ну табуретку поставь и читай с нее стишки. Still have a lot to do. I must say that this thing doesn't make me feel very safe. It seems very unstable. Да чё может случиться-то, чел? It's half a miracle. Велосипед? Perfect. Not very orthodox, but functional. Now I just need to make the structure more stable. If I got on it now, everything would collapse. Farewell, tricycle. Трайсикл, трайсикл. У меня есть трайсикл, трайсикл. That's it. That should do it. Now I should be able to reach the stairs almost safely, I think. А, ну пустая коробка картонная, конечно, поможет, да. That was more difficult than I thought, just as I expected. In any case, we're here at last. This should be the apartment. Это квартира водителя. Мне напоминает, помните 1954 Алькатрас? Когда мы забрались в окно к этому челу, который писал сценарий для игр Дедалика. Тык-тык-тык-тык-тык на машинке там. Вот чем-то мне вот это напомнило. Ягерь, бутылка ягеря. Oh, a bottle of cough syrup. Dirty dishes. Nothing I would normally deem interesting. Пила. A saw lying on the floor. Заберем ее? Не. A heap of brushes, small and big. Ah, someone's coming. I have to hide somewhere. А кто-то идет? Да, кто-то идет. Where is it? Where the hell is it? Ща он ляжет на него. Его раздавит нахрен. Что-то он не похож на Кирка. А, он гитару ищет. Вот.
Кирк Хэммит без гитары выглядит вот так. Where did I put that damn note? Huh. There it is. Losing it would be the last straw. I should have memorized it before. Perfect. Now I don't need this anymore. After tomorrow's shift, things will finally change. Okay, he left. I can leave now. Он говорит, I can leave now. А здесь говорит, то есть не уйти, а осмотреться в этом смысле, да? I can leave now. Like metal rods. Вау. Похоже на металлические прутья, да, это нам очень нужно. A wool scarf. Pink. Розовый шарфик. Хотите себе розовый шарфик, чатик? I've heard of these before. I think they're burglary tools. I feel uneasy when I come across something I don't have yet. This ladder is the same as the one from TNT. He must have got it at work. Стырил с Of all работы. things, it's a piece of cardboard. I think it's empty. Different kinds of clothes. Просторная комната-то вообще. Это студия, да? Сейчас называется студия у хипстеров вот это вот. А в Англии в 40-х или 30-х годов, когда это было, это называлось бомжатник. So there are tools in here for cleaning chores. A man's hat, totally crunchy. It's a fake. A small stool. Blech. Perfect. We're halfway through. Where's the other shoe? A kettle. All in all, it's rather clean. Это кухня пророка Санбоя. It's a nice cast iron kitchen. I wonder how... Так чё смотреться? Куда смотреть? Of course, there's also food lying on the floor in here. Well, talk about adding insult to injury. Спать пошел, давай этих приятных снов. Заходи еще. Завтра, послезавтра, когда у меня там следующий стрим будет. Ну, послезавтра точно будет. Ты еще и пророка Санбоя знаешь, так кто его не знает-то? Остров в океане. Я на днях делал JavaScript, так что я официально Твичи угодец. Понятно. А у меня же этот отсчет времени перед стримом. По-моему, он на JavaScript написан. Я не помню. По-моему, да. Я просто искал отсчет времени приличный где-нибудь. Вот, везде либо у тебя секунды без нулей пишутся, либо еще какая-то кривизна. А я хотел сделать вот такой вот, как у меня сейчас, причем, чтобы можно было еще кастомные шрифты фигачить. И, по идее, он написан на каком-то JS, CSS, вот этом всем. Не, без CSS, по-моему. Но я так где-то нашел в интернете, как это делается. Как отсчет времени фигачить средствами JS. И за 20 минут накатал. Я не буду банить. Да, и правильно. Ты на сегодня свои модераторские обязанности уже перевыполнил, да? Шаут-аут это. Ну, вообще, да, глюч не любит вот этих вот слов там, так что ты осторожно. Я-то вообще не программист совсем, говно какое-то. Понятно. Понятно. Ну, там все просто. Но если и какие-то несложные вещи делать, то ты берешь просто гуглишь что-нибудь и пишешь, как они там писали. JS вообще полное говнище относительно того, что видел до этого. А что до этого видел? Python? Python самый лучший язык программирования, да? Мне здесь что-то нужно взять. Ну что? But what the hell is this boiler connected to? К самогонному аппарату. Вот чем гоблины первые были хороши? Ты всегда знал, что у тебя предметы, которые тебе нужны, они выделены прям вот активно. Ты их видишь. И их мало. Здесь предметов много. И это нарушение традиций. See? You find stuff just by looking around. That's where the pan was, attached to the wall, right?
Типа тот же функционал на питоне выглядит проще и понятнее для мимо-крокодила. C-Sharp выглядит понятнее для мимо-крокодила. Ну, это же настоящие языки программирования, а JS нет. The wash bowl and the cigars. It's a label of some kind. A table. That's weird. Old newspapers. Так, ну и чё делать? Куда смотреть? Можно выйти сюда вообще? Damn, it's locked. Самый непонятный синтаксис ever. Но я думаю, есть языки, которые еще более непонятны. Ну, так сходу, конечно, не вспомню. Нужны более опытные программисты. Так, значит, водитель в сговоре с этой мафией. Понятно. 100% есть, но мне не понравилось. Так давай учись на программиста, они же зарабатывают триллионы, миллиарды. Не? И на удаленке могут работать. С 2020 года. Тем не менее, я потом потом и кровью выстрадал эти 45 строк кода. Спиздил. Это называется reusable код. А не спиздил. Все уже продумано. Так куда нужно-то? Вот в помойку, вот, пригород. Я не могу туда зайти, что ли? А, вот так надо заходить, да? What are these? Maybe the fragments that guy scattered throughout the room. It should be much easier to collect them now. Ах, ядрень-то. Ща, подождите, это будет сложно. Точнее, это будет, да, это будет не сложно, это будет задолбаться можно. Потом нормальный программист, правда, его полностью переделал, но это не важно. Да, нормально. Работает и класс. Можно идти создавать игру на Unreal Engine 5, чтобы она на 4090 выдавала 15 FPS. Вот так это и делается, понимаешь? Спиздил 45 строк кода, работает, нормально, выпускаем. А потом 15 FPS на 4090, ну, нормального программиста не было. Вот именно поэтому игры тормозят. Нахуй Unity, так уже все, там уже не надо ничего делать. Пора переходить на Godot. Потому что Unity будет с тебя брать деньги за каждое скачивание. Но на самом деле это уже отменили, скорее всего, но осадочек-то остался. А зачем мне инструменты взломщика? Возможно, для того, чтобы выйти из этой квартиры, не спускаясь по табуретке. А там же собака. Я довольно много времени провел в Unity, потом столкнулся с необходимостью писать на C-Sharp и понял, что не могу делать игры. Да, ты знаешь... Если у тебя есть время после работы, и есть это время в течение 5-7 лет, то научишься. I don't recall this being here before. It looks like a piece of paper. It might be the note that guy was talking about. He must have torn it to pieces. There's no use collecting all the pieces now. I might lose some along the way. I need to find... А, что подложить под них? It's not a good...
It's not. I would do it. Подложи подложку. I don't think it would. А, картон, наверное. Вон там картон есть. But why? Не? Я вот очень хочу игру по самосбору. По самосбору чего? Дани Крастера? Подложить что-то. Ну вот картонка еще одна. Вселенная самосбора, мега-хрущевка? Чё-то я не слышал про такое даже. Давайте положим его куда-нибудь. А куда? Да возьми картонку, чел. Seriously, there's... Can't see why I... Это СНГ интернет-фольклор. Какого года? В ЖЖ вроде такого не было. Нам нужно что-то взять. Ну, газеты, может. Подложить что-то. It seems information isn't kept in such high esteem here. Бесконечная хрущевка, которая распространяется бесконечно во все направления. Не в курсе. A big piece of wood placed between a fireplace and a kitchen. Может быть, сюда? I really don't... Я не знаю, чё они от меня хотят в этой игре. Где это было? Говорят, какой-то клей. А где клей? Здесь, что ли, клей? Где-то раньше, подождите, я пропустил. Довольно свежая тема, она появилась в конце десятых. Но, может быть, я уже не застал в конце десятых, что там появилось. Чел явно клей варил. Oh my god. My god, что это может быть? Considering the state of this place. У нас небольшой случай авторской логики. Мы едем в бар. Как он так аккуратно яичко разбил на полу? Потому что он водитель от Бога. Он все делает аккуратно. Все, идем напиваться. Напиваемся. Бренди. Some brand. Oops. Maybe I shouldn't have finished it all in one gulp. Спокойной ночи. Точно сподобалось. Давай, спокойно. I'm sorry. I didn't want to. Don't worry, sir. Just leave it to me. Say goodbye to another glass. These are really tragic days. We're almost out of them. Maybe I can fix it. The damage doesn't look too serious. Let's see. If I glue this one this way and можно я? that... Я хочу пазл. Не, нельзя. Glue.
It seems the barman already used more than enough of it. I guess he wouldn't complain if I took what's left in the canister. That's strange anyway. Probably a sort of kleptomaniac episode. Клептомания. That's out of the question. Ну ладно. А теперь что не так? А, может быть, вот так вот надо? Да. It's not a good idea. А, теперь нужно все собрать, я так понимаю. Триггера, триггера, триггера. Вот такие дела. Едем сюда. Ну что, завершу я сегодня эту игру или нет? Я думаю, да. Там немного уже. А потом пойду контент делать. Контент. By using this sticky sheet of paper as a base, I can reassemble the note. Так, подождите, сейчас я включу тот экран, где мы показывали, где лежат эти кусочки. Without worrying about, they must. Да чел, заткнись ты уже. Иди сюда, ты меня загораживаешь. Это здесь? One more. How many are there anyway? Там, где пила? Ну, я так понимаю, если ты не посмотришь во сне, где они находятся, ты их не найдешь, потому что их не видно. I think I've collected more than half of them by now. Так, одна вот здесь. Was it necessary to make such small pieces? Раб стримлинга. Да. Ну а что откладывать на завтра, если там осталось на полчаса? I don't think that. И еще две. Одна вот здесь. I hope all this effort. И одна вот здесь. Almost there. I don't think there are many pieces missing. That's out of the... В смысле, он же все собрал. А, вот еще один здесь. One more to go. I'm sure only one is missing. А где? А больше нигде не подсвечивалось. It moved. But can what? It dates back. I can't under. I thought it. I think. Yeah. It's a. It's rather. A very. It's too bad. Ну, то есть я вот смотрю на вот They were это, probably то, of что some он, use, but nothing rings. на то, что он во сне видел, и как бы больше нигде нет их. Definitely. Я не знаю, куда они еще могли запихнуть одну? Хз, может он где-то снаружи? Может один в окно вылетел? Ну-ка дайте-ка. У меня есть подозрение, что это какой-то баг. Я взял один кусок записки, потом ушел с той локации. Should I be sleeping? И из-за этого мне его не засчитали.
Если это так, то не знаю, что делать. Ну, этот собрал, этот собрал, этот собрал, этот собрал, собрал. А где еще-то? И вот этот взял. Смотрите, вот этот я взял. Этот взял. Этот взял. А, на столе, вон. Все, вижу. Не хватило диалогов даже на половину игры. Ха-ха-ха. Nice. Может быть, съездить в полицейский участок к его дяде? Finally, this is the last one. Now all I need to do is sort them out to reassemble the note. Ура! Второй пазл за игру. А вращать их нельзя? Уже проще, если вращать нельзя. Ну, это вот как-то так ставится, да? Да блин, нет, бери, блин. Это пельмень. Вам пришел полный пельмень. Так, вот это вот так вот. Ент сюда. Сюда. И вот так вот, да, ага. I haven't brushed up on my grammar in a while, but I get the impression this sentence doesn't mean anything as is. It looks like a code. ДЛТ ПМЕ to of 0401, I окей. should seek help from an expert. Maybe someone familiar with the rules of the local underworld. Ну, это явно с местным подземным миром это явно не полиция. И это чел в баре, владелец бара. Надо ехать к нему. Ну, хотя давайте на всякий случай в полицию съезжу. Вдруг чё? Вдруг там что-то есть. Это что полиция может знать о преступном мире? Okay, Uncle, I'll let you work. Perhaps one of these days you can come by and see. Count on it, Charlie. Действительно. Если надо кнопку подтверждения нажимать еще. Окей, ну это классно сделано, да. А то случайно нажмешь и все. И поедешь куда-нибудь не туда. И будешь смотреть наружу этого своего водителя. Hello again, my old friend. Hello, my stubbornest of friends. Something tells me you're in need of my help once again. Am I correct? Красные кожаные диваны. What? Well, consider that, yes. Okay, tell me, what do you need this time? Well, since we're already talking about this, I was wondering if, by any chance, you could help me decipher this note, because it's coded, isn't it? Charlie, this is further proof that you don't know anything about this world. Там просто гласные пропущены, да? You see, the technique used to encrypt the note is pretty common in the criminal underworld. It's a simple technique, based on letter scaling, with specular inversion of each word. Масштабирование букв и зеркальная инверсия каждого слова, что? The simple fact that you need help to decode this is proof that you're messing with something that you shouldn't be tampering with. Hey, come on. There are people trying to learn something here. Give me a chance. Okay, as you wish. Anyway, don't say I didn't warn you. Here you are. This is the decoded version. So, once decoded,
The actual text would be Old Docks, St. Catherine Street, 2 p.m. Perfect. With this address, I'm halfway done. Ну что, начинается экшон. Смотрите, экшон. Ладно. Надеюсь, что это финал. Сейчас он попадет в самую гущу приключений. А, тогда лучше съездить в полицию, да, рассказать им, наверное. Или не надо им рассказывать ничего. Ну, типа подкрепление, наверное, понадобится. Видите, как Фенемор Филмор вышел на улицу и надел шляпу. Точнее, сначала надел шляпу, потом вышел на улицу. Без нее не ходит. Шандальер, пожалуйста. Okay, Uncle, I'll let... Count on it, Charlie. Святая Екатерина. Поехали в гавань. Там нас ждет этот журналист из Bear With Me. Экшон. Hey, you're late. I was getting nervous. What an ill-mannered comment. Don't you know you're supposed to wait for a lady? Yes, as you wish. Did you bring the money? Sure. We're all reasonable and trustworthy people. Your van has been very helpful, both from a practical point of view, as well as for creating some confusion. Here, your compensation is in this bag. That's perfect. Anyway, since it's bomba. better to be safe than sorry, let me clarify a few things. А, ну I had почти a угадал. long discussion with my partner to decide whether or not we should let you live. What? After all, you are a potential threat. You've seen my face. You could easily recognize me. And I'm sure that, under pressure, a whimpering person like you would eventually talk. Am I correct? No, I would never talk. I know how these things work. That's what we discussed. You know, my partners and I wanted to play it safe and kill you. Just in case. No one would miss you. You could even say that I'd be doing society a service. We had an agreement. Please, spare me. Eventually, they left the decision to me. And I know I can trust you. Isn't that right? Yes, absolutely. Are you sure? I won't regret letting you live? You do realize that betraying my trust would be very unbecoming, yes? I would never do that. Please trust me. Why would I do something so blatantly stupid? Okay. I want to believe you. I knew we'd understand each other. Бу-бум. Now go away. And if you want to avoid seeing me again in the future, try not to forget what you promised me today. I don't need this thing anymore. I prefer it this way. I never liked guns. Да ну фигня, надо было разобрать его сначала. Это тоже Okay, так that делается. woman is leaving. I must take advantage of this opportunity. I need to follow her and find out where she's going. Ну, сейчас лучше сохраниться, да, если мне дадут такую возможность. Или авторы, как обычно, это. Ага, как обычно. Вот, в игре про Ктулху недавно такая хрень была. Куда идти-то надо? А где он находится? Вы обнаружено.
А как сделать, чтобы мы не были обнаружены? Блин, я же сказал идти. Что ты делаешь, чел? Чел, уйди от меня. Фух, прокатило. Да блин, как? Да куда обнаружено? Подождите, я еще никуда даже не успел пойти. А, это типа контрольная точка, что ли? Надо было, наверное, пропустить этого чела. Да. Надо было его пропустить. Блин, нихера это нажал. Да блин. Да как? А как еще-то? Блин, как я обнаружил? Как обнаружено-то? Между них как пройти, что ли, нужно? Да блин, я не врубаюсь. Блин, как обнаружено это? Ну ладно, этого, наверное, надо пропустить.
А теперь ты как обнаружен? Блин. Там даже близко не было. А, я близко к ней подошел, наверное. Вы отстали. Да блин, такой миллиметраж. Нахрена было вот это вот делать? Такую сложность-то. Блин. Почти удалось. Это вам не якудза какая-то ссаная. А здесь все по серьезу. Да блин! Почти! Вот почти! Ах. Ща пройду, подождите. Я понял, как это делается. Привет, пельмень. Ща, как бодрость духа, например. У меня здесь очень сложная задача. На тайминге, причем на жесткие тайминги. Бодрость, как всегда, что-нибудь сломал себе сегодня, нет? Или кому-нибудь чего-нибудь? Ну, вот мне нужно стоять здесь. Вот как? Как это проходить-то? Вы, блин, как отстали-то? Вот. Как обнаружен-то? Там же не было ничего. Сегодня выехнул кисть, но это пустяк. А, вот оно что. Так, да понятно. Так и почему он там обнаружен-то был? Подождите. Что-то сложное, тут вообще нереально сложное. То есть такой миллиметраж. Казалось бы, простенький point and click, нормально все.
А долго мне так еще ходить? Блин, наконец-то. Не, в той игре про Ктулху было намного проще. She went into that warehouse. Ну это уже финал, все, я так понимаю. I must have a look at the inside, but it's too risky to go in through the main entrance. Теперь понятно, чем впечатлялись, ну откуда взяли вот эту финальную задачу с файтингом создатели Voodoo Detective. Ну, может быть и нет, конечно. То есть вся игра... Ну, там и игра-то была посложнее, наверное, чем это. Вот. Ну, в финале этот файтинг был крутой. Ну, там он хотя бы был логичный и понятный. А здесь это кликер какой-то. Круче, чем куки-кликер. Ой. Так, вот теперь надо сохраниться обязательно, а то вдруг это не финальная задача. Ну, понятно, Микроъуъидс, да, у них финальная задача должна быть гиперсложной. Без нее, без этого-то никак. It's a crane, clearly used to load and unload. Да. Sardine Shoal at 6 o'clock. Во, Чайка. Это журналист из Петухов. Crates and various barrels. They seem to be very heavy. Доску нам не надо взять? Pretty threatening, with spikes and all the rest. Тогда мы делаем вот так вот. У меня есть специальный набор для открытия всяких дверей и прочих замков. It's a good idea, but unfortunately I don't know how to use these things. I should study them a little. Мистер, вы идиот? Мне сейчас заново надо будет за ней следить? Нет. Как их изучить-то? It's a good idea. That door faces... Блин, а как их изучить? Ладно, давайте я попробую поехать снова к нему. Хотя вряд ли это так задумано, но ладно. Может быть и задумано. Казалось бы, все должно быть просто. Изучить. Изучить, изучить, изучить. А у меня даже нет этой локации, да? Значит, не надо. Как их изучать-то? Может быть, поехать в бар к этому, он расскажет, как ими пользоваться? Он же знает все про этих, про преступный мир. Так, чел, держи. Can't see what... Please listen to her. Find a different job. This one can be way too dangerous. Нет, а как? Потренироваться на чем-то? Поехали в дом к этому бомжатник. Может быть, на той двери можно потренироваться будет. Как-то их изучить? I would do it, but better not. Лучше не надо. Может, в шкаф? I would do it. That's out. Хрен знает. Мне кажется, здесь авторская логика.
Ну, авторская логика здесь не то, что часто встречается, но она есть, да. I don't think... Поэтому давайте-ка смотреть, что. Ну, не знаю, не знаю. Ну, это последняя финальная задача, ну... It's a good idea, but unfortunately... Их изучить надо ехать к его тетке, к этой. У нее же там книжка была. К телеге котлете, точно. Toletta told me to make myself at home. Well, well, let's see. The art of escapism. If I'm correct, this is a series of techniques used to crack various kinds of padlocks. Interesting. Все изучил? Поехали тогда. It seems it's pretty easy to crack a padlock using the right tools. I guess I could try. Чё, у меня вопрос, если кто остался, мы сегодня подводим итоги голосования или ну нафиг? Потому что завтра-то не имеет смысла запускать новую игру, а дальше у меня новинка. Да думаю, ну нафиг, я просто посмотрю промежуточные сейчас. Гляну, что там, чё к чему. Okay, let's see. Use tool A on padlock B. Gently pull upwards, turn, and apply pressure. Что делать надо? У меня почти получилось. Но не совсем. Есть. Hey, it was easy. Это были крутилки. Charlie 1, padlock 0. Надо было сохраниться, да? Да, надо сохраниться срочно.
Потому что сейчас начнется экшон. It seems to be a fruit box. Вы них чебурашку привезли, да? That box contains some mysterious object. A rope. That's strange. Compared to everything else, it's neatly tidy. Blah. That hook seems to be sturdily set into the warehouse wall. I wonder... Чтобы вешать на нем всяких детективов, понятное дело. Voil? Never heard of it. Anyway, this can is empty. Great! A box! Voil — это смесь слов vomit и oil. Типа блевомасло. It's closed from the inside, probably with a bar on it. I can't... Ангар 45. That's a really nice car. But why is it here? Любовь ко всему The белому. harbor У кого? continues along this side as well. It's really huge. But Дайте вам записку. that's out... Я вам принес. Let's take a closer look. We have to find out what's happening inside. Внутри Робокоп смазывает свой механизм. Perfect. Our roads part here. Бум. As agreed, the stolen goods are yours, with the exception of the amphora. Sirs, it has been a pleasure. Goodbye. Сейчас она их взорвет нафиг. Вместе с ангаром. Ви задержан. Stay where you are. I'm sorry, but I can't let you get away. Да, он без оружия, поэтому похрен на него. Mr. Chamber, what a pleasant surprise. So it seems we were destined to meet again so soon. My dear, this is no time for irony, don't you think? Now's the time to answer some questions. And now it's time to win this war. Attack! Опять вот эта дрянь, что ли? Ну, вот и это я буду смотреть, как правильно это делать. Какие варианты. Потому что хрень какая-то. Мне не нравится эта игровая механика, потому что она не квестовая. Почему были музей вечер ограбления? У вас не было приглашения. Зал номер 1. Ответ номер 1. А стреляем мы кудой? Стреляем мы сюдой. Please start explaining why you were at the museum without an invitation the night of the theft. My professionalism comes at a price, Mr. Chamber. I can guarantee results, and I always personally take care of my assignments. I must admit, however, that I was looking forward to meeting you. Так. Здесь мы фигачим. Вот в эту. You're not the only one taking an interest in me. Please try to explain your motivations, because I'm really tired of getting partial answers. Mr. Chamber, believe it or not, but it seems you're at the center of a plot that goes well beyond me, and I fear well beyond my buyers also, like this amphora. You're being too mysterious. I want a clear answer. Who's paying you, and what's so special about that amphora? I'm currently working for a particular organization. I suppose you've already heard of the Service Society? They're interested in the amphora, but I have no idea why. Но она на ложный след его пытается вывести. Навести точнее. Четвертый. I'm familiar with this company. Hiding its certificates of incorporation didn't stop me. For example, I discovered that it was founded by my father, even if I still don't know why. You certainly discovered more than we'd hoped. Anyway, we didn't drag you into this mess. There are other people, our targets, seeking this amphora.
Ага, она типа тройной четверной агент, да? И куда на этот раз? И на этот раз вот сюда. So a mysterious organization of unknown purpose is searching for some unnamed people using an antique as bait? This is madness. Да, давай рассказывай, тетка. Что ты задумала, что ты замышляешь, что замышляют вообще все эти? You can believe whatever you want, Mr. Chamber, but that won't change the reality of the facts. Now, as much as I'm enjoying this exquisite conversation, I simply must say goodbye. You're not going anywhere. I'm bringing you to the police station myself. Каким образом? Он же, для него физическая нагрузка — это трезубец поднять. И дотянуться до крючка. I fear that won't be possible. You see, there are some very important people waiting for me. I really don't have any time to dedicate to law enforcement at the moment. But I won't be the one persuading you. What's that? What did you do? Наступи на шнур, чел, быстро. This thing I just lit, Mr. Chamber, is a simple fuse. A fuse that, provided you don't stop it, will cause the nearby warehouse to explode, along with all of its contents. Okay, I admit it's a bit of a crude method for covering up my tracks, but it's certainly effective. I was thinking of activating it from a greater distance, but since we're here... She's totally crazy. This way, we're all in danger of blowing up. Нет, она-то на машине уедет, а вы взлетите, да? So, Mr. Chamber, what do you plan on doing now? Will you stop me or the fuse? Ну, лучше, конечно, ее остановить, потому что иначе она таких фитилей понаделает много. Decide quickly. Tempus fugit. А, то есть я не могу ее остановить, да? Самый скучный вариант выбрали, как обычно. Well, now I am moderately frightened. Huh? Boom? Huh? I don't want to complain, but how long does this explosion take? But there's no explosive at all. The fuse leads to an empty barrel. I was tricked like some kid. This is a very bad blow to my self-esteem. Ну все, пошли тогда тетку задерживать, да? Damn, I knew it! She ran away! Ура! But she left the amphora here. I wonder why. Да, интересно, зачем? Чтобы ее не выкрал кто-то другой, да? Она украла ее, чтобы ее не украли те злые люди. Better recover it and call the police before the thieves in the warehouse flee with all the stolen goods. But this won't end here. I'll find out who that woman is and what this is all about, or my name isn't Charlie Chamber. Мультик покажут сейчас? Мультик показывают, смотрите. Это, правда, это не мультик, это картиночки просто. Авторам было очень лень рисовать. Прям очень лень. I asked you to stay out of it this time, Charlie. To let the police do their job. You gave me your word. I know, Uncle. I'm sorry I lied, but I am a private detective now. Anyway, everything went well. We recovered the stolen goods, and the police arrested some dangerous criminals. Not bad, I'd say. Wouldn't you agree? Don't overestimate one lucky shot. That's the kind of error that can have dire consequences. Anyway, considering how you helped us out, I'll try to overlook your intrusion. But please be aware that I won't be able to do this forever. I've chosen this road. We'll see where it takes me. I guess there's no way to make you change your mind, right? All right, as you wish. Anyway, we're done for tonight. Just remember to come to the precinct as soon as you can. You have to sign some documents. Of course, will do. Now, with your permission, I have to leave. One last thing, Charlie. Hmm? You really did a great job. Да, вместо того, чтобы просто арестовать директора музея, он нашел настоящих преступников.
В отличие от полиции. Как обычно. О, а теперь мультик. Злобная тетка. Что скажешь? Это их боссовый босс, да? Please, continue the report. Ну, почти. Yes, sir. Mr. Chambers' unexpected involvement notwithstanding, the operation went as planned. The theft at the museum created the expected turmoil. А, и они It's загадали unpleasant что-то anyway. еще. Mr. Chamber has been clearly focused on us. Nevertheless, we achieved our intended objective. I agree. Now we know who's plotting against us. Sirs, the enemy has been discovered. The time has come for us to move and ward off this menace. If I might, as you know, I did as instructed, giving the museum's kairos, the amphora, back to Mr. Chamber. Anyway, isn't that a risky move? What do you plan on doing now? Don't worry about this, for the time being. At present, we know the exact position of the other kairos, but no one is to assemble them, not even us, for any reason. This is the rule. Now we are in a position of advantage. As usual, we will ultimately prevail. Ну что они хотят сделать? Собрать все и устроить глобальные кранты? Эх, ладно, мультик под конец показали хотя бы. Sir, unfortunately, the Service Society is trailing us. It seems that the theft at the museum was a ruse, staged to bring us out into the open. Кто это в кресле It сидит, was интересно? obvious. Huh. The Service Society's plans are foreseeable, as are its members. I beg your pardon, Director, Это он, but это главный now we are герой. exposed. Luckily, they weren't able to get a hold of the museum's kairos, the amphora. There wasn't any risk, ever. The original kairos had already been exchanged. The one at the museum was a simple copy. What? But then, why did we expose ourselves in such a way, sir? Это же его To start подсознательное. our match, isn't it obvious? The pawns, kings, and queens are finally all set on the board. Это subconscious его. Soon, we'll discover who the best player is. Да. Помните, у него же на столе лампа стояла, и еще какая-то папка лежала. Так что это его вот этот вот subconscious. В котором он в комнату заходил. Финал прикольный, да. Коломбо. Это Коломбо лично делал эту игру. Тот самый. Ну, круто, круто. 5 часов получается, да, на прохождение. Но если, конечно, заморачиваться с этими замками, механика мне, ну, не то что непонятно. Я не понимаю, зачем ее запихнули туда. То есть там же не просто нужно правильные ответы выбирать, когда ты в эти замки стреляешь, но еще нужно правильно выбирать, куда выстрелить. Немного непонятно, зачем это. Необычные механики прикрутить к point-and-click. Ну, ладно. Вот, а в целом прикольно. Да, и, блин, сделайте курсор нормальный уже. Сделайте 2 курсора. Один обычный, другой активный. Ну, сложно было нарисовать, да? А где была музычка на протяжении всей игры? Вот она была в меню, и она сейчас здесь. И почему у 2 последних людей фамилии написаны не капсами? И вон у Франка тоже не капсами, а у остальных капсами. Сделано на Unity, вот. Еще хоба, и игра выйдет вообще. Закроется. Не закрылась, надо же. Вот так вот. 5 часов. Если с чатом не общаться и не тупить особо, то можно и за 4 пройти, я думаю. Ну да, вот такие вот дела. А голосование я сейчас просто посмотрю, я останавливать его не буду. Если кто на Твиче, прям нажмите кнопки, голосуйте. Так, это дашборд мне нужен был. Голосуйте.
Я не ту кнопку нажал. Да. Сейчас гляну, что у нас побеждает на данный момент. Лайнус Полинг. Открывайтесь. Session 7. И Нострадамус. Вот, ну, хотя бы за оставшиеся 2 игры на букву «С» кто-то голосовал. И это уже радует. Я, конечно, понимаю, что хочется побольше трошничка. Но вот Signifier и Shattering, надо бы в них сыграть. Так что активнее давайте. Вот, ну и чего тогда? Включаю вот эту штуковину, она не все, правда, показывает. Что у нас сегодня есть? Да, благодарю всех, кто приходил, кто смотрел, кто был в чате, просто беседовал и еще что-нибудь делал, рассказывал, как у них что. Особые благодарности Евгену за сапку на YouTube, насколько я помню, да? Да, на YouTube. И за рейды благодарность Светланке, Флинту. И вроде бы все, да? И вроде бы все. И что-то у нас сегодня еще было. И за фоллоу, конечно же, за фоллоу благодарность Серёня, Слоупок Кинг, и ID, и вот там длинное число. И Клёш сегодня зафолловился. И Клёш, по-моему, сегодня даже рейд проводил, да? Ах, не показывается мне то, что у нас было на ВКПБЛ имени Крыжановского, ну ладно. Вот. Мы с вами встретимся, если я не слишком занят буду контентом, завтра в 21:00 по аддис-абебскому времени. Будет демо-стрим. А если я буду слишком занят контентом, тогда уже в понедельник будет The Invincible. Новая игра по произведению непобедимой Станислава Лема. Да. На сегодня всем пока. Аришка тоже отдыха. Увидимся.